Так. Эм, Раз, раз. Раз, раз, раз. Раз, два, раз, два. Окей, все отлично. Так. Воу, 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 воу. О, гудзончик. Привет. С наступающим. Здравствуй. Так, продолжить. Ну, давайте сначала. Я, ничего не помню, я спал практически все время. Поэтому, да. В Киберпанк играешь? Жесть. Класс, класс. А мы сегодня с женой ходили по магазинам, искали всякие разные подарки для родных. И если что, так, чисто, да, если ты вдруг, возможно, задавался вопросом о том, чтобы поискать какие-то подарки там родным и тому прочее. Это было в 80-м году. В сети магазинов Mi Home То есть есть подарки. испытаний. Тастерс, Человечество привет из оставило Алдана, позади привет из комфорт Якутска, привычного мира, привет Дараба. чтобы Дараба. начать новую жизнь Прикольная на игра. EDM Да, 3. сейчас самое то. По мере того, как шла Сейчас миграция люди на новую довольно-таки планету, там возводились комплексы для увеличивающегося населения. требуют, душа И колонизация требует внешне проходила успешно. нежные игры, поэтому я такой подумал. Ну, короче, мы проходили Макс Пейна первого, мы проходили Мафию первую и вторую, а потом я такой подумал, что еще может быть, и такой, да Lost Planet, елки-палки. Что это? Да, душа требует праздника. О, у меня вот эта вот сраная гирлянда, видите, как она мигает? Что? Это просто жесть какая-то. Причем она не имеет другого режима. Остальные режимы это чистый клубняк. Это самый спокойный режим. Мигает и мигает, просто жесть. Когда колония Привет, Фрешми, здорово, с наступающим. человечество столкнулось с Наступающим вас всех, формой ребята. жизни, Наступающим. именуемой акридами. В общем, Крайне враждебны прикольные подарки ищите не было оружия, в магазине с тех пор,
агрессивным акридам Xiaomi. пришлось покинуть свой Mi Home называется. Там реально классные вещи есть. Real good shit. Родителям там подарки, ну, найти супер реально. Часто вот бывает такое то, что невозможно найти хорошие подарки, это точно. Люди обнаружили драгоценную термоэнергию. Я Alien Isolation хочу Таившуюся в пройти телах исполнительно акридов. только после того, как я добью Пиноккио. Это был новый О, мощный источник Пиноккио энергии. проходишь? Уважаемо, уважаемо. Решила сражаться Я до по нему конца. недавно делал обзор. Игра реально просто крытый ген. То есть это прям одна из главных игр, по крайней мере лично для меня, в 2023 году. Хотелось бы какой-то TR-лист, как мне рекомендовал подписчик в комментариях под Lies of P. Сделать TR-лист игры 2023 года, которые реально годные и так далее. Надо сделать, надо. И надо бы сделать видео по обновленному компу. Люди разработали оружие, способное совладать с нашествием А акридов. Alien Isolation, я считаю, что это одна из самых главных хоррор-игр вообще в истории игропромо. В целом, И великий эксперимент по колонизации. это одна из самых страшных и прикольных игр, которые вообще есть в этом жанре хоррор. Извини, что опоздал. Лучше поздно, чем никогда. Почему забили на эту франшизу? Не сыкотно в нее играть. Взвод А столкнулся с Ну, противником. Alien Isolation Взвод Б, сыкотно что довольно-таки, там у да. вас? Но я не сказал бы, что забили на франшизу. Понял. Увидимся там. Что за... Ну, имеется в виду Алена. Просто, Назад! возможно, они даже не задумываются о том, чтобы какие-то новые игровые франшизы, точнее, игровые проекты делать по этой франшизе. А так, фильмы-то, ну, были уже. И как-то не хотят про Lost Planet. А, ты про Lost Planet. Прошло 22 года с момента второй колонизации. Боевая машина дала людям возможность сражаться с акридами, но помимо прямых столкновений с этими тварями, нет иного метода получать драгоценную Ну, стоит термоэнергию. разбираться с каждой частью по этому поводу. А так, я бы просто все это... причислил бы к тому, что это, ну, вина того, что это просто, ну, японщина случилась с игрой. Не знаю даже. Как-то они... Они вот часто как делают? Японцы, они зачастую вот целевую аудиторию вот именно по продажам игр ставят именно самих японцев. А если выйдет вести об этой игре куда-то вот за пределы Японии, об этом кто-то заинтересуется по всему миру. И так это, ну, через какое-то время, там, в течение, например, года или два, они такие узнают, что нифига себе. Вот по нашей игре, оказывается, появились фанаты там в Европе, Америке или еще где. И только тогда они начинают как-то, ну, действовать. Ну, соответственно, мне кажется, с Lost Planet случилась подобная штука поначалу, а потом в дальнейшем они как-то стали делать игру, ориентированную под европейского, американского игрока. И она утратила какой-то свой шарм, который был изначально там в начале пути своего зарождения. И авторы как-то не хотели даже, наверное, продолжать эту франшизу, потому что, ну, они, наверное, ее закончили в первой части. Я даже не знаю, как она закончилась. Я не проходил никогда эту игру. Не, ну, поэтому стала она
любопытно, помимо того, что эта игра, ну, просто про снег и по настроению на нынешнее время прям идеально подходит, точнее. Ну, помимо этого, ну, я такой подумал, блин, да я ж не играл в эту игру. Не проходил. Поэтому стоило бы заценить. Зеленый глаз. Ты о таком никогда не Я говорил. безумный фанат Чужого, но дважды дропнул изоленту. Что со мной не так? Ну, Isolation, он довольно-таки стрёмный. В хорошем смысле. Вейн, Не знаю, я в Isolation каких-то таких вот прям негативных моментов реально, ну, видел мало. Как-то у меня больше преобладало мнение о том, что это, ну, по сути, одна из идеальных хоррор-формул в геймплейном плане. Она прям реально очень годная игра. Тут тебе и в меру дают защищаться, тут ты можешь покрафтить, прям есть какой-то смысл исследовать локации. Ради этого даже можно рискнуть своей жопой. Типа, ну, боясь, что на тебя нападет вот эта вот мразь в виде чужого. Ну, там прикольно, классно все сделано. Все в меру прикольно, вот, ну, во всех этих вот смыслах. Минусы разве что были, наверное, в плане момент релиза, разве что... Наверное, производительности, в том плане, что, ну, оптимизация была, наверное, слабая. Я вот точно не помню, в чем ее траблы были. Ну, как будто бы так. Мне как хоррор зашел Резик 7, только первая половина игры. Ты на ПК только играешь, плойки нет? Я плойку использую чисто ради просмотра кино, и сейчас на нем нету джойстика у меня. Мой брат младший родной забыл его. Да. Ну а так, вообще да. Я, ну, реально не вижу смысла играть какие-либо консольные игры. Потому что там, ну, по факту каких-то хороших игр, ну, нет. В том плане, что, да, типа, как бы, ну, вот эти вот ребята Sony и там Xbox как-то... Ну, Xbox, они, ну, стараются выехать на очень выгодной подписочной системе Game Pass. А Sony старается выехать на эксклюзивности и там прочем, но им надо будет пересмотреть эту тему, потому что это, ну, видимо, для них не так выгодно, как они думали изначально. Кажись, это, ну, в натуре не окупается вообще, наверное. пришедшие под купол Ну, обнаружили Bloodborne зеленый остальное глаз. либо вышло на ПК, либо вторичный, как Horizon 2, Паук и там прочее. Противником был Типа да. Хотите, чтобы мы осмотрелись? Да, на всякий случай. Сейчас вот как-то все ПК-пользователи больше ждут именно Bloodborne. Понятно. А Надо было им каких-то эксклюзивных проектов и чего-то, что вот тебя сподвигло бы на покупку PlayStation 5 или там, ну, неважно, 4. По сути нет, как будто бы. Разве что какая-то временная эксклюзивность тебя сподвигнет чисто из-за нетерпения какого-то там, какой-нибудь God of War, Ragnarok на данный момент и еще там какие-то игры.
но не более того. Во всем же остальном, на самом деле, если оглянуться вот просто хоть немного назад, ты поймешь, что там открыт для тебя целые миры поколений игр, которые действительно очень хороши и, ну, достойны твоего внимания. Ну, такие как, например, Lost Planet. Почему бы и нет? Вот данная игра, она прям реально такая, типа, одна из первых таких игр, в которой есть механика холода и тому прочее. Это прям такое, прям вообще жесть. Это же игра кооп. Не, в последующей части они были коопно ориентированные. Здесь же компания, она больше одиночная. С наступающим, Вадим. Привет. Как хоррор Resident Evil 7. Вообще, да, прикольно это было, на самом деле. Седьмой резик прям Ты полон чувствовалось, что они вернулись как-то к хоррор составляющей. Ну, как вот они, ну, как будто бы такие взяли и помнили. Да ёлы-палы, мы уже должны пугать Теперь я могу войти. и напрягать игрока. Энергия и твоя рука будут нашим маленьким секретом. Ну и, Хорошо? соответственно, Входите. смогли, помимо всего этого, сохранить экшеновость проекта. С возвращением. Ядрить неудойки. Ты такой. Я так понимаю, это Гильзы от Capcom. А это Могу Лука ошибаться. Ты Но помнишь это... свое имя? Да, это издательство от Capcom. Отлично. Конкретно какие там Знаешь, ты был заморожен чувачки своим создавали эту М, игру, когда мы нашли непонятно. тебя. Зеленый глаз. Но Зеленый глаз. гирзами это Акрит, называть который убил моего отца. Ты такое. помнишь что-нибудь еще? Эта игра, в чем ее прикол? В том, что тут Нет. механика хода, во-первых, Ничего. во-вторых, у тебя крюк-кошка Возможно, это есть, временная амнезия. ты можешь цепляться за Тебе все надо отдохнуть. и так далее. Ну и потом еще у тебя есть мехи. Ты можешь садиться в вот эти вот боевые машины и расстреливать мразей из пулеметов. А так во всем, ну как бы сюжетно и лорно, прикольная история. Типа люди, Сделал. Спасибо. Ну, как оно? Как оно что? Ну, судя все по всему, ресурсы тебе уже Земли и лучше. истратили и Похоже, начали ты уже начал колонизировать привыкать другие к нашей планеты. жизни. И тут конкретная история с одной из таких планет, которую стараются колонизировать. И Я тебе что-нибудь она приготовлю, чтобы особенно тем, согреться. что здесь имеется, ну, такая вот суровая, ну, такие вот суровые погодные условия А нет никакого пути в обход. и интересный перепробовал. ресурс в Другого пути виде... нет. Нам не удастся миновать акридов. если мы то есть, хотим достичь я хотел цели. сказать, термоэнергии Если бы хоть от один из нас мог акридов, управлять этих боем. жуков. Я не хотел сказать А дойки. что? Это, ну... Ты умеешь? Я помню, как ими управлять. О чем мне говорят вообще? Нам нужна твоя помощь, Вейн. Это здорово, что ты пилот. Привет, Михаил. Здраво. Мы пытаемся уничтожить всех Наступающим. акридов в этом Привет, мире. енот, с наступающим. Одному улью Здравствуй. за раз. Зеленый глаз Видел, убивает я отца, обзор один из сделал них. по Lies of P. Мы постараемся его отыскать, но пока что твои Опять умения эти нам голоса бы на очень озвучку, которые- пригодились. Да. Нет, здесь озвучка реально классная. Хорошо. Проводи меня к первому улью. Это игра как У нас тут РПГ? есть Нет, один это поблизости. шутер Но ты прям. уверен, что Это шутер. справишься? Вполне. Видел. Ладно, Найс, я все тебе найс. расскажу. О, спасибо. Буду больше такого контента вам завозить. Моя барба, мой брат. Итак, в общем, задание 01. Пробиться через развалины улей акридов, внутри преодолейте все препятствия, затем зачистите улей. Место улей акридов. Если вы активируете пост данных, то получите направление к цели и карту окрестностей. У вас также повысится запас термоэнергии. Ну, в общем, мы хотим показать новым нашим друзьям, что мы являемся полезным членом общества, так сказать. Они нашли нас, спасли нас, и, ну, в общем, мы забыли, кто мы есть на самом деле. Непонятно, что это за чувачки, но они, в общем, такие, типа, вроде бы
занимается тем, что ебашут акридов и добывает их энергию. Вейн, ты можешь использовать эту БМ. Все лучше, чем идти пешком. Синистер? Синистар. Рекомендую. Ну, кстати, там вообще вот реально по Lords of Fallen, думаю, стоило бы прям... Потому что там, ну... Видимо, интересный Souls-like. Мы будем нести демократию. Вполне себе возможно. Возможно. Хентай игра, Синистар. Хентай игра. Включение. Инициализация. Стоит ли себя побаловать хентай игрой или нет? Каким я человеком буду в 2024 году? Обзор посмотрю. Ну, не знаю насчет Синистара, но если что, как будто бы хентай-игры, да, начинают прям, ну, становиться серьезными играми. В том плане, что я видел, к примеру, игру, там что-то ведьма, Вимп Вич, или как-то она так называется. Там про ведьмочку, которая умеет менять свой пол. И это вполне себе годно прям было. Я видел обзор по этой игре у какого-то чувачка. Это фотки бата. И игра прям выглядела реально интересно. И также много жучков. Я тепло собираю. Там в Steam как раз для хентай скоро делает функцию, чтобы никто не... Она, по-моему, уже появилась. Но имеется в виду... Она уже появилась для тех, кто занимается тестированием из Steam Beta. Она есть. Так, что там за картинка? Надо заценить, видимо. У енота обычно серьезные вещи. Блин, енот, тебе реально стримить надо, мне кажется. Ты творишь какие-то ебанутые вещи, если честно. Ну, вы гляньте. Он, если что, енот прошел также на платину Baldur's Gate 3. А это, блин, вам не хухры-мухры, если честно. А тут он еще и Darksiders прошел за 24 часа на платину. Но это я вам скажу, это да, это прям серьезно. Енот имба, он прям жесткий. Тут уж второго мнения быть не может, реально. Он что-то вообще так жестко задрачивает и играет игры, что он просто холодок по спине идет. Люди любят дрочь. Смотря на какой платформе это происходит. Ну, на какой стриминговой платформе имеется в виду. Я как сборщик всякого говна в Ассасину знаю, о чем говорю. Так, там монетка какая-то была. Ну вот не знаю точно, в каком порядке эта игра выходила раньше, Dead Space или позже. Ну блин, вот японцы такие безумно консервативные люди, что это просто жесть какая-то.
Они Включение вот прям вот инициализация. до сих пор, ну, по крайней мере, до момента этого выхода игры, ну, как бы, все балдели от механоидов и всякое такое. Demon's Souls на ПК есть без эмулятора? Нет, конечно, чувак, только с эмулятором. Я искал, я знаю. Я проходил Demon's Souls на эмуляторе, и это было прекрасно. Вообще не брезгую, играй на эмуляторе. Прикольно было. Я, по крайней мере, кайфанул. Пипец какой-то. Я прям реально кошмарю этих акридов. Прям нереально. Теплый кам испарился. Акридский. Синхронизация завершена. Теперь он в сети, и ты можешь сверить карту со своим КПК. Я такого говна сейчас сюда накидаю. Жесть. Почему это от енота прозвучало так круто? Ну, дрочить боссов это одно, а смотри, как 3 часа собирают коллектаблс по всей карте, вряд ли весело. Не, ну смотря с кем, конечно, процесс твой происходит, там, ну, с человеком, которому есть о чем поговорить и так далее, то, конечно, это будет, ну, интересно. Потому что вы такие, ну, наверное, по мере того, как будете собирать коллектаблсы, ну, повстречать всякие разные курьезные ситуации в игре, а помимо всего этого прочего, ну, разговоритесь и всякие разные веселые вещи там друг о друге узнаете, например, как стример обосрался, да и чуть о чем, не знаю, всякое ведь может быть. Привет, Са. Оптимизация лучше, чем The Day Before. Так и есть, так и есть. Для меня реально большая загадка, почему придурки-готовцевы, ну, сделали страной Нью-Йорк, а не Якутск. Просто об этом все реально думают, люди, которые вообще так-то прикоснулись The Day Before. Ну не то чтобы все, но большинство народу сразу пришли к выводу такие, а какого хера они просто не взяли и не сделали что-то близкое, вот, ну, Якутску вообще в целом, типа, ну, какого хера они стали, ну, просто как-то стараться присосаться к какой-то американской ебаной культуре какой-то, ну, блять. Это же так тупо. Вообще не понимаю реально. Вы это видите? И вот такие вот люди у меня вот в зрителях сидят. Аж страшно становится, реально. Кошмар. Это жестко. Это жестко. Платина в Dark Souls 3. 159 часов. Ебануться просто. Да, это жестко. Это прям реально жестко. Вообще, кто как вот в своей жизни встретил эту игру? Явно ведь кто-то хотя бы раз в жизни слышал об этой игре, вот в которую мы сейчас играем. Не, ну енот задрот это да. Это понятно. Это как сказать, что небо голубое.
Блин, он прям покончил с собой, как будто взял и ударил по бочке такой. Да умри, ёпта. Что, обосрался. Так. А что за банк у него на жопе? Это термобанк. Он в ней теплый кам держит, чтобы не умереть от холода. Ну такой. Человек предусмотрительный всегда с собой носит подобные вещи. Я вот, кстати, когда по Якутску прогуливаюсь, тоже у меня есть банка подобного рода с термокамом, и я не мерзну. Платина — это моя жизнь. Платина. А, мать твою. Стопроцентным. Блин, ну вообще надо бы, ну, скорее всего, в Дискорде отдельный какой-то, отдельную вкладку с достижениями поставить. Там отдельная вкладка есть для неенота, Зоид называется. Он там всякие разные вот эти вот теории заговора скидывает, там реально интересные вещи есть. Прикольные. Прикольная вкладка. И также можно было бы вкладку с достижениями закидывать вот для таких вот убер людей, как енот. Это вот в Дискорде. Игра похожа на Titanfall. Ну, если бы она была от третьего лица, возможно. Но от Titanfall, ну, я бы не сказал, что она как-то похожа. Не знаю. Я первую часть Titanfall, кстати, вообще не помню. Она с Titanfall разве что имеет общую связь только лишь потому, что тут имеются мехи. И все. Это единственное, что объединяет с Titanfall. Во всем же остальном эта игра, ну, прям реально какой-то, ну, самостоятельный проект, я бы сказал. Ну или просто она очень хорошо передает дух того времени, когда реально было популярно делать игры, в которой главная тематика там, ну, фантастика и освоение каких-то других планет и все в таком духе. Я даже не знаю. Пацан. Вообще ноль общего. Ну типа да. А я забыл, что у меня Discord вообще есть. Я там дома у него не заходил. Про попаданцев делать и постапах. Ну вообще, я вот знаете что, вот понял, то что всегда имеют какой-то вот прямо такой сюжетный успех игры, которые больше, ну, про какие-то, которые имеют какие-то, ну, приземленные тематики. Я бы сказал, главный герой, где там, ну, какой-то, ну, нормис, который попал в какую-то, ну, не нормис ситуацию, так сказать. Короче, нужна больше
какой-то такой ассоциативной теме, чтобы игрок такой, типа, блядь, ну, типа, это literally me, так сказать, чтобы он такой, это мог быть я, типа, в этой жопе, и все в таком духе. И вот эта вот тема с попаданцами, да, она очень хорошо попадает в эту тему. Вот такие вот прикольные идеи больше всего рождаются в компании, где ты, ну, например, сидишь там, чисто убер-класс попиваешь с друзьями, и вы такие ведете разговоры из разряда: а что было бы, если бы сейчас был бы, ну, какой-то другой год, будущее, не будущее, мы бы там, не знаю, находились в такой-то и такой ситуации. И, кстати, вот поэтому очень сильно популярны игры, там, не знаю, с этими зомби-апокалипсис тематикой. Потому что, я думаю, каждый человек хотя бы раз представлял себе, ну, именно ситуацию из разряда, как бы я, ну, выживал вот именно в зомби-апокалипсисе. О, монетка. Ну хз, я делаю Baldur's Gate 3 и бабу с членами тоже считаю, что это литерали ми. Но это прикольно, да. Соглашусь. Это тоже классно. И поэтому Baldur's Gate прям реально хорош. Там просто, знаешь, она в чем вот имеет приземленность, вот Baldur's Gate, в том, что тебе дают прям такую, ну, широкий выбор действий, что ты легко можешь себя ассоциировать с теми или иными героями в этой игре. Ну, непосредственно с самим главным героем, которого ты создал, конечно же. Ну и потом ты еще и понимаешь действия там других людей в своей партии, потому что, ну, они такие хорошо читаемые персонажи в тех или иных моментах. Это прикольно. Во всей этой, кстати, вот компании мне больше всего, наверное, не нравится Астарион. Именно как персонаж, наверное. Baldur's Gate дал мне то, что в реальной жизни у меня не быть не может, отношения с девушкой. Подобного рода, кстати, шуточки всегда актуальны в подобных играх. Ну, типа... Mass Effect там и так далее. О, фак. Ух, слава богу. Прикольная вот эта вот тема тоже. С крюком кошкой, когда ты нарочно падаешь с выступа, с края, а он автоматом хватается за нее. Как бы игра понимает, что ты хочешь сделать, и поэтому... Просто автоматом тебя цепляет к краю. Хранители я создал здоровую цифру, здоровое накачивание. Больше Карлок ядри. Как ты смог это сделать? Почему с тобой ООН не связалась и не запретила тебе это сделать? На каком-то законодательном уровне, так сказать.
Данный билд женщины запрещен на Земле и на Луне, так сказать. Здоровенная баба. Ебать. Ну, в конечном итоге она все равно окажется Сквидвардом. Да. Босс! Инициализация. На бля. Get to the chopper. И это был босс, товарищ. Как же он отчаянно старается меня еще убить повторно. Ну, после смерти своей. Мне нравится персонаж Темный Соблазн, ему можно поменять все, расу, класс, внешность, имя, при этом будет лишний класс Темного Соблазна, и эта фишка с шизой идеально. Воспитан с тобой в облике хранителя. Тут Е надо было найти. И слово вышло бы земля. Блин. И где эта буква Е? Я букву нашел прямо в начале. Че, буква Е была в катсцене, что ли, или че? Офигеть может. Я отгрыз руку Гейл, когда он застрял в портале, теперь он у меня инвентарь. Ну ты, конечно, жесткий. Пора щелкнуть по носу Багровое Братство. Багровое братство? Банда Чё, снежных пиратов наши враги. Я Они подумал, убили там наших товарищей и украли мой трейлер! багровый пират. Если мы вернем трейлер, то сможем поддерживать БМ и продолжить штурм ульев Акридов. Ну видно сразу мой земляк. Ну Но- прям лицо такое. Это будет непросто. Я уже переживаю за главного Я персонажа. только и помню, как надо сражаться. Он сидит на Я справлюсь. холоде, прям своей Отлично. жопой. Но прежде расскажи мне про снежных пиратов. Снежные пираты? Ты что, не знаешь? С чего же начать? Так. Этот мир был впервые открыт 150 О, лет это назад. будет длинная история. Люди не смогли выстоять перед жестоким натиском акридов. Им даже пришлось бросить свою колонию. Лишь немногим удалось улететь с планеты. А остальных колонистов бросили Здесь. Именно они стали снежными пиратами. Точно. Все ясно. Да, я понял. Я продумаю. План атаки. Вейн, возвращайся. Обсудим наши действия. Хорошо. Вот этого чувака, по-моему, зовут Юрий или типа того, он русский, по-моему. Да. Так, задание второе. Зачистите багровую крепость пиратов. Она находится в глубине территории Акридов. Пираты возвели свою цитадель в труднодоступном месте. Место — пиратская крепость. Пройдите местность, кишащую акридами, чтобы отыскать снежных пиратов. Появление пиратов будет означать, что их база неподалеку. Окей. В окрестностях полно багровых пиратов. Юрий. Укрытие
Все. Кому нужен Майлз Моралес, если я могу делать так? Бля. Поселок бы такая. Нежных пиратов. Плохо, что у нас нет интернета. Такая. Так, у нас есть дробаш. Так. Нормально. Мы Ярус. Его любимая песня. Ну не факт, конечно, но подозревать его в этом можно, конечно. Вообще, вот знаете, вот насколько высока вероятность того, что ты можешь поменять себе имя, когда ты вот только прилетаешь на новый, ну, на новую планету. Вы прикиньте, вот просто вот новая планета, и ты туда заселяешься. И по факту ты можешь называться хоть как угодно, наверное. Да хоть, наверное, там, не знаю, ну... Джесси Пинкман, там. Типа там. Доктор Гайзенберг или еще как-нибудь. Наверное, тебя в этом вообще никак не могут ограничивать. Вот лысым хером, Джаджа Пинксом, да-да-да. Не, ну в натуре, вот задумайтесь над этим. Но этот чел решил остаться Юрием. За что ему большое уважение, кстати говоря. Человек не изменяет себя. Мать твою, меня убивают! Он скорее. Не плевать, я так чувствую, да? Ёб твою мать! А сколько у вас здесь, ребята? Это что за акритская тусовка? Юр-И. Юр-И. Это так, да. Все возможно. Alter Ego Domain. Спасибо за подписку на ютубе. Охереть можно. Да вообще, знаете, блин, это какая-то... А как они так? Я просто задумался над тем, что, ну, люди же, по идее, ну, только колонизировали эту планету. Они успели возвести здесь целые города, чуть ли не вот такие вот исторические памятники. Это как вообще? Окей, 150 лет прошло, ну, типа... Лоу. Как они сумели это, ну? Синхронизация завершена. Да, я понял. Это мобы. Не, вот
То, что я убивал, это акриды и мобы, это понятно, но люди ведь в сюжетном и лорном плане, как они это сумели вообще. Акриды мобы. Из чего вдруг вот эти вот странные жуки напали на них? И откуда они появились? Да подыхай. Не сделал. Ну вообще, наверное, как бы люди из Таджикистана довольно-таки очень трудолюбивы и молодцы. Они не такое построят. Они тебе Париж сделают, если ты хочешь. Только разве что с вином и не помогут. А хотя нет, возможно, с вином помогут. Уточню. Суки! Если хоть зашли. Этнические таджики. Но лор довольно-таки, конечно, вызывает очень много вопросов в этой игре. Хочется задавать эти вопросы и узнать, как вообще сложилась судьба людей вот в этой вселенной. Как вообще так получилось. Вообще выглядит так, как будто бы изначально эта игра была, знаете, про землю вообще в сути своем, как он есть. Про какие-то американские города и просто это будущее, в котором типа ледниковый период наступил. Но потом в последний какой-то момент они взяли такие типа: а давайте сделаем арабское сальто и поменяем все на то, что мы типа колонизируем планеты другие. И просто сделаем так, что там типа по лору люди просто, строили города там, в течение 150 лет, и просто где-то последние 30 лет их просто разъебали всех людей вот на этой планете, когда появились какие-то инопланетные мрази в виде акридов. И добавим Юрия, да. Юрий обязательно, потому что он холодно на улице. А Юрий, он разбирается в холоде. Да не бесись ты, говнюк. Ладно, надо тебя с базуки-то вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Всё. Хо-хо-хо. Либо этот пулемет очень легкий, Синхронизация завершена. либо я не пропускал занятия в качалке. Если ты не бьешь таракана, это таракан убьет. Ну, вообще подобная философия, думаю, с нами давно уже на каком-то генетическом уровне, знаете, идет с нами по жизни. Мы, как видим, таракана сразу ебашим. Ну а как иначе? Никак.
Тут что-то было как будто бы. Мне ведь не показалось. О, поставить. Ничего себе. Разбитый мех мог поставить пулемет. Я вот, что я сейчас гуляю, да, вот по этому месту. Я вот букву какую-то ищу. Я нашел букву С, возможно, следующая буква Е, а потом буква X. И потом мы сможем получить секс хотя бы в этой игре. По жизни у нас его нет, но хотя бы в игре мы получим его. И наконец-то узнаем, что это такое. А то все хвалят его так сильно. Или S, да. Ладно, тут нету буквы Е, видимо. Зато я нашел букву Г и разбил его, потому что гей-секс в России запрещен. Фак. Эти ваши половые отношения. Они действительно такие. А стоит ли это осудить или одобрить? Я даже не знаю. Возможно... мы об этом никогда не узнаем. Но выглядело это интересно. Если бы женщина классная. Ну, вообще да, как будто бы мы, ну, я не слышал никакого согласия, но я взял и открыл эту плеву. Девственную плеву. Неужели у меня будет какое-то проникновение? Какой-то девственной штукой, хотя бы в игре? Ничего себе. Но это уже не девственно. Посмотри, как это много. Ну, это же природа. А мать природа, она всегда девственна. До появления людей, конечно. Еще людей. Ну вот, возможно, по меркам человечества, точнее природы, матери природы, это, ну, еще считается девственностью. Мы же не знаем, как оно на самом деле. Ёлка-палка. Мать его. О, еба! Дробовик, жесть. Представили отдачу сейчас от этого выстрела? Ага, понял. Да. Нет, отдачи нет. Мать твою за ногу. Чё, рука заболела? Подонок говна. Ах ты говнюк. Тихо. Все, убил. Да, это пушка, конечно, что-то прям. О, я слышу пиратов, походу. Враг атакует, говорят.
О, пулемет. Откуда эти тараканы? Они уже были на этой планете. По сюжету игры, ну, люди просто здесь для того, чтобы, ну, заплодить эту планету, по сути. Ну, чтобы сделать из нее вторую Землю. Но они не знали, что уже на этой планете есть такие вот жесткие существа, как эти сраные акриды. Добрый вечер. Включение. Инициализация. Классно. Все, ребята. О, итальянский мост. Давайте не будем исключать этой возможности даже, ну, вот в такой игре. Я бы хотел видеть Ленский мост хотя бы здесь. Нет, ты чё, дурак, нахуй? Убить его? Серьезно? Меня, блин? На такой машине? Разъебал человека. Убил одного нежного пирата. О, вот еще. Я просто убиваю всех. Неважно, кто это. Человек, жук, что вообще. Я так чувствую. От вас в будущем. Чел на каком-то говне катается, смотрите. Ситуация не из приятных. Для него. Да, я, конечно, просто страшный человек. Если так подумать, но я просто сейчас по приколу беру, убиваю кучу, ну, пиратов, так сказать. Не знаю, ну это я бы назвал развешиванием ярлыков. По факту-то они просто люди, которые остались здесь и не стали покидать планету, на которую они прилетели. Я так чувствую. Что-то больше букв нету. Блин, как же светло. Кошмар. Да, эту игру молодежную назвать очень сложно, потому что здесь так много света. Ведь всем известно, что Включение. Инициализация. темные тона больше привлекают молодежь. Ночь, друг молодежи. Чел на роботе ищет буквы над богом забытым.
Пизда. Пизда? Не иначе. Ты не буква, ты умрешь. Блин. Где он? Я бы не стал искать такого человека, как я, который убивает людей за букву. Это точно. Я бы старался бы наоборот избегать встречи с таким человеком. Блин. Да блин, вы чё? Ясно. Я никто просто без этой машины. Видимо, это так. Игра это мне дала ясно понять, только что. В поисках секса, блин. На, сука, на, сука. Не-не-не-не-не. Обратно. Окей, мы на мост идем. Ура, мы на мосту. Ура. Ей. На мосты. На мосты. Синхронизация завершена. О! Кто-то забыл свою иномарочку вот тут. Я заберу, пожалуй. Ля какая. Трансформировать, ёпта, акселератор, тормоз, прыжок. Инициализация. Пиздец. А поднять на вторую руку никак нельзя? Ну ладно. Так, трансформируюсь. И погнал. А почему я не могу подлететь, как он, сука? Почему он молодец, а я нет? Это все потому, что я азиат? Блин. Ладно. Все. Забудем про эту машину. Покинул кокпит. Все.
Не хочу умирать, говорит. Блин, ужас какой. Ебать, у него снайперка. А подобрать не могу. А она бы мне сейчас прям реально выручила. Гляньте, что там творится. Сколько вот там бомжей всяких. Хотя ладно, пулемет тоже прикольно. А зачем я иду убивать этих пиратов? Потому что мне какая-то кучка зумерков сказала, что это, ну, багровые пираты. И все. Ну, типа, я не понимаю немного. Ну, пираты и пираты. Зачем их убивать-то, я не понимаю. Может, они нормальные ребята вообще. Странно это все. О! Буква О. Да, искусственный интеллект, конечно, у этих ребят такой. Что они там взрывают, вообще не понимаю. Происходит потеха. О, винтовка! Ой, сюда, сюда. Найс. Хедшот, мать твою. Пока какать. У него, блин, сука, что мне делать? Ну, видимо, только гранат кидать, это единственное, что мне приходит в голову. А, бля, ёбана. Да в смысле ты попал в нее? Граната липучки. О, оно. Блин, у меня термозаряд кончается. Оу, чисто уничтожен. Нормально, энергию еще собрали прям 1000, хорошо. Нормально. Вообще не понимаю, за что я их убиваю. Я, конечно, задаю эти вопросы и могу перестать убивать, но тут уже идет речь о выживании. Я уже как бы, ну, все. Остается вести лишь какую-то внутреннюю борьбу.
самим собой. Почему? Да. Выбор давно сделан, но вопросы задавать, конечно, хотя бы самому себе никто не запретит. Это лишь способ не сойти с ума. Да тут вопрос, по-моему, не в том, что я уйду, а останетесь ли вы в живых. Тут на вас напал профессиональный убийца. Блин, бедолага. О, привет, Лёха, здорово. Наступающим. Ты должен взять ответственность на себя, а не перекладывать ее на других. Каждый человек вот эти свои действия. Это да. Возможно, мне сегодня предстоит вести какую-то внутреннюю борьбу с самим собой. Подумаю об этом, когда буду срать в унитазе. Бедолаги, вон они, смотрите. Моя борьба. Будь осторожен. Хорошо. Лол? Я что, сейчас просто выбил пилота из седла этого... Ё-моё, что творится? Ёб твою мать. А это нормально вообще? С прыжка. Вот так. А эти пушки как вообще? Там челики сидят на них. Все. Ну, прям что-то, конечно. Не знаю, кто их проектировал. Вот эту вот всю тему в плане обороны, но имеется в виду вот эти вот пираты, но это, конечно, прям, не знаю, не поддается никакому. Инициализация. Я не понимаю. О, тепло кончается. Термоэнергия на исходе. А эта хуйня ломается, нет? Я хочу просто термоэнергию из нее вытащить. Да умри, придурок. Ну и приколы творятся вообще, конечно. Кстати, я так и представлял освоение Сибири, когда мне рассказывали историю о том, как русские напали на Республику Саха. Ну, примерно так и было, наверное. Просто в то время еще недавно произошла русско-японская война, наверное, ну, и как бы, ну, тут сразу приходят выводы такие, что, скорее всего, русские освоили механоиды. Но потом эта технология была утрачена, очевидно, и поэтому она ныне недоступна.
И вообще она была запрещена ООН. Так. Блин, сказать, дерьмище. Так, тихо, тихо. Прикольно. Я его убил. А, вон он где. Синхронизация завершена. Нас, сука. Стреляет он еще по мне. Не, ну это имбовое оружие, конечно, винтовка. Это просто... Зачем брать что-то другое, если есть винтовка? А что взрывается, я не пойму. Синхронизация завершена. Не понял. Я не могу сесть на это. А, вот на это могу. А сюда не могу. Интересно. Вот, тут куда взялся? Моя борьба. Надеюсь, меня не заставят искать пиратов в турбинах самолета или типа того. Синхронизация завершена. Ёбаный. Бля, да ну нахуй, не убивайте. Убить его, да нет, не надо. Ну не надо, ну не надо, не надо, блядь. Никаких убивать нет. Бля, пизда мне походу. Бля, что происходит? Какая сука на меня нападает так жестко? Ты чё? Ты кто такой вообще? Уйди от меня. Чудище, сука. Бля, пизда. Не, ну это походу все. Да дайте сесть! Расстрел. Это жестко. Хотя бы так сократим их численность, а то, ну ёб твою мать. О! А как так я пропустил это? Ну пизда вам, нахуй.
Чё, все? Кончился? Пиратские зажим яйца. 40 минут я тут конопатился. Ой, бой! Рик, дай мне гайковерт. Гайковерт. Ого, выглядит паршиво. Гайковерт. Он сохранился лучше, чем я ожидала. Двигатель Мы это все сделали Например, ради всего угона заменить, какого-то иначе мы не сможем танка. запустить Ну трейлер. ладно, Все в свое это... время. Сейчас надо двигать отсюда. Окей. Ебать, они радостные. Кучу народу перебили просто. КПК. Что-нибудь интересное? Минутку. Сначала надо взломать пароль. А он хакер, он сможет. Получается. Блин. Это займет время. Придурок говна. Невек. Юрий, Нет, ничего. А если бы там написано было бы Ладно, Apple? пробуй живее. Apple. Может найти что-нибудь на зеленый глаз. Вейн, Вейн? Или Xiaomi. Гармонизатор. Гармонизатор. Гармонизатор не будет работать. Какие-то максимально рандомные слова летают. Когда энергия на исходе, ты почувствуешь жгучую боль во всем теле. Если ничего не предпринять, это Ну, воздействует окей. на мозг, и тогда смерть. Что? Опять пьяный батя приснился. Какой-то бред нес. Гармонизатор. Почувствуй жжение. Потом Да что, смерть. черт возьми, происходит? Объясни. Этот источник термоэнергии только на крайний случай. Куда он делся? Проиграв я карты, что ли? отдал его Вейну. А, Юрий, кто этот парень? Ты что-то скрывал с того самого момента, как мы его спасли. Но теперь ты мне расскажешь. Я хотела бы, конечно, Если задать бы ты такие узнал, вопросы, это типа могло бы как создать ей не осколок в холодно А там, теперь это уже целая пропасть. Как я могу достаточно доверять тому, ли кого она не горяча знаю? местному климату. И все в таком духе. О! В смысле, о! Что это было? О! Вейн. Она так была. Все готово. Тут озвучка такая Мы обновили странная. карту, взгляни. Отлично. Он, по-моему, не должен так звучать. Типа. Горячая аура Юрия. Что-то Юрий неровно к нам дышит, как будто бы. Найдите источник термоэнергии в сердце снежных равнин. Будьте бдительны, по слухам в этих местах множество акридов. Блять, а как же иначе на? Мелкие акриды зачастую выдают местонахождение более крупных. Понял. Сигнал слабый, но я ощущаю А, пули вообще туда не долетают. Включение. Инициализация. Пилот покинул. Да, блин. Инициализация. Так, настройка АБ. Блин. Ну тут поменять. Сейчас.
Я кое-что поменяю. У меня просто вот кнопка сохранения записи и кнопка трансформации на одной теме находится. Вот буквально на одной теме. Так, все. А тут... В спальне посмотри, где папа спит. Блин, да что это за хуйня? О, понимаю. Ничего себе, а я не ожидал. А как так? Нихера себе. Но я думаю, к этому никто не был готов. Ага, понял. Все. Понял, не дурак. Охеренно просто. Взяли и уничтожили мне мою. Машинку. Блин, теперь я без пулемета. Эй, давай езжай. Кокпит. Ё-моё. Ну прям чисто змейки из Дюны. Блин, они мне нормально стрелять не дают. Да ёб твою мать. Включение. Инициализация. Пилот. Да блин, не покидай кокпит. Инициализация. Энергоружье. Инициализация. Да блин, хорош. Блин, вот эти вот змейки, они, конечно, прям, ну, такие бесячие. Еще вот этот сраный землетрясение, которое мне не дает вообще жить нормально. Трясет и трясет, 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 трясет. Да собери кал.
Да блин. Не надо с этими червями сражаться? Кстати, они, по-моему, где-то у меня вот тут под землей. Вот судя по миникарте, они как будто у меня вот прям подо мной. Ну не знаю, у меня нет термоэнергии, я выживу вообще. Сомнения мне подоливают прям большие. Ну ни хера себе. Вот это Махабич. Танбабич. Бля, ебаный в рот. Ясно. Ну окей. Короче, это чисто босс-файт с этими червями, по идее. Ну, весь этот уровень, видимо. Включение. Инициализация. Источником тепла может оказаться термоустановка. Ты что-нибудь видишь? Да блин, мне дадут что-нибудь сделать? Ну тут обязательно первое типа умирает, взрывается. Охуенно просто. Может ты, сука, сядешь в него, типа? Я, кстати, нажимаю на использовать, но он не использует. Он бьет. Теперь использует. Не бей. Ну, блин, приходится. Блин, его замело снегом, я не могу. Я просто не могу. Вот если бы они так не трясли бы все это, блядь.
Ну, бля, пожалуйста. Ясно. Господи. Это будет мега тупо. Еще подойду. Отлично. Алексей Родионов, большое спасибо за подписку на ютубе. Это я вовремя подошел. Что происходит на ютубе вообще? Там что, прям люди, типа, реально смотрят на мои обзоры? Им шо, нравится? О, нифига, подписоты добавляются потихоньку. Окей, окей. Неплохо. Real good. Откапываем, откапываем, откапываем. Привет, Душнилиус, здорово. Рад видеть. Давно тебя не видел. Как дела? Гнида, тварь, паскуда, сдохни. А, нифига, там еще штука жива. А, вот это тоже. Да, могло быть и лучше перед Новым годом. Всякая херня навалился, а ты шо, как есть новогоднее настроение? Ну да, вполне себе. Грех жаловаться, правда, грех жаловаться, братан. Нормально все в этом плане. Типа...
Какую-то хоть творческую деятельность начал, кстати. Сделал недавно 2 обзора. Один на якутскую игру. Блин. Синхронизация завершена. The Day Before. Вот. The Day Before. И второй на Lies of P. Вот прям Lies of P, как по мне, ну, прям сильно недооценили. Прям реально скрытая гема этого года. Уходящего 2023-го. О нем так мало говорили и так далее. Прям, ну серьезно обидно за эту игру. Прям такое. А что случилось? Что навалилось? Надеюсь, ничего серьезного не было. Надеюсь, все как-то уляжется. О, не знал, что ты кролики на YouTube пилишь. Посмотрю позже. Ну, вообще, пилю, но в последнее время стал это делать, ну, хоть как-то более-менее нормально. Ну, то есть, людям, типа, как будто бы реально нравится. Я прямо, ну, удивлен. Навалили кал. Не, ну в этом году, да, ну прям игр прям очень много. По Пиноккио интересно, игра вроде ничего такая. Игра охуенная, я тебе так скажу, даже более. Но ее вот прям как будто бы... Ну, не обращает на нее внимания. Знаешь, как будто бы. Игра-то супер годная. Просто в одно время XCBT, там, бля, да ну нахуй меня съели просто. Не седай, блин, съел все равно. Lost Planet тоже давно хочу поиграть, в свое время мимо меня прошло. Ну я ее как-то заставал, но у меня комп тогда не шел. Ну, не мог справиться с этой игрой. Я так и подумал, блин. Самое время. Игра про снежок, так сказать. Пришло твое время. Надо играть. Душим черемя под разговоры Lies of P. Вот и так. Весьма точное описание стрима. Чем мы сегодня занимались на стриме? Душили червя и говорили про Lies of P. Синхронизация завершена. Но игра очень специфичная, я так скажу. Это прям, ну, сильно ощущается, прям. Убирали пиратов за букву, да. Ну, игра прям безумно японская, душнилец, я так скажу. Тут есть чел по имени Юрий, нахуй. Тут есть тяночка прям с такими дойками, что охереть можно. Убиваешь всяких разных там типа, ну, жуков и что такое. Мы по сути сейчас вот недавно убили, Capcom делали, да. Конкретно какая студия не знаю, но все это под издательством Capcom происходит. Тут недавно... Подожди-ка. Надо бы как-то снять вот это вот. Оп. Пулемет надо снять.
Специализация. Либо как-то выжить, кстати. Было бы офигенно. Бля, беги, беги, дурак, глупец. Что я сейчас сделал, вообще не понял. И уйдет, да, просто. Ну, классно. Ля, прекрасно. Да, Lost Planet. Надеюсь, я не вогнал в тебя в краску, так сказать. Так. Блин, да, езжай. Кокпит. Орки, да, блин? Так, надо найти способ, как привлекать этих сраных, блять, червей, потому что они каждый раз при появлении ломают мой транспорт. Это плохо. Надо придумать новые способы. Надеюсь, они есть. А. Они появились. Просто надо подойти к этой стене после их первого появления. Блин, как же... Блин, бесит вот это вот... Тряска. Ну давай, мразь, выйди. Покажи, кто тут червь. Я от холода сейчас сдохну, пожалуйста, выйди сюда. Не будь мразью, в конце-то концов. Не, ну он жесть конченый просто. Не, ну гляньте, что творится. Это концовка Frostpunk. Ужас какой-то. Так. Пон. Ну, короче, я не могу пользоваться боевыми машинами из-за того, что у меня нет тепла. Им нужно мужское тепло, чтобы они, ну, заработать. Без мужского тепла. Не-не. Вот так вот. Даже машина, да. И это печально. Так. И мило. Одновременно. Ракетомет. Когда проебал мобильный и уронил его в снег, примерно так же откапываешь. Это что за игра, типа Serious Sam? О, Арканун, ну ты вообще не прав. Это совсем другая игра. Она сюжетная, прям такая, и про народ Саха, который пытается колонизировать совсем другую планету, которая также пребывает в зимней тематике.
Вьетнам! Сука! Как я мог промахнуться, блядь? Есть контакт. Одну херню я сломал. Тепло, тепло, возьму тепло. Не ешь меня, не ешь меня, я невкусный. Я невкусный. Блять, я сейчас умру просто. Куда стрелять-то? А как я так промахнулся-то вообще? Как я так промахнулся-то вообще? Блин. Умер от холода. Вот примерно так и происходит у нас в Якутске. Вы не в курсе, а я показал. Вот с этим мы и живем. Вот с этим мы и как бы, умираем. Блин, эта ракетница попала прям в ебаного жука одного маленького. Это примерно, знаешь, типа вот, как по меме, типа, как по словам бабушки она добиралась от садика до дома, типа. Да, блин. Ну все. Батина история, да. Да. Да, из той пьесы прям один в один. Я походу так же расскажу. А потом, типа, знаешь, типа, твоя дочка такая, или там, типа, невестка твоего сына такая скажет, типа, сынок, не слушай дедушку, у него альцгеймер. Он много игрушки играл, он не помнит, где реальность, где... где вымысел. И такая... Ебало завали нахуй. Да. Прикольно было. Прикольно. Каждый день для меня мог быть последним. Да. Да. Каждый день мог быть для меня последним, сынок. Я прям как сейчас помню, как я сидел за креслом компьютера и думал о том, что вот-вот обосрусь кишками наружу и геморрой меня доконал. Такова была жизнь. Снежно. Да.
Правильной компании, вот каждая игра, она, ну, может быть ламповой, это точно. Кокпит. Включение инициализация. Вернуйте нам где-то 5 таблеток пора. И потом слышишь, как мать заходит в комнату деда, и они борются. А потом дед сидит как овощ, потому что принял таблетки. А потом мать объясняет и говорит, дед успокоился. Он больше не будет баловаться и рассказывать небылицы. По крайней мере, на следующие 24 часа. Не, ну это эти червик, это, конечно, просто, ну, лютый трэш. Я не понимаю. Они их такими, сука, неприступными сделали, что просто ебануться можно. Как к ним подходить-то и так далее. Не, я могу, конечно, сейчас попробовать пойти к мехе и попробовать еще раз. Сукин сын, говнюк вонючий. Ебать! Нет, 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 нет! No, 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 no! Сука, много тепла проебал. Включение инициализация. Бай. Давайте, суки, вылазьте, я вас сейчас всех расстреляю. Да блин, у меня энергии мало, пожалуйста, вылазьте. Моей машине требуется тепло мужчины. А тепло кончается. Оно не бесконечное, блядь. Вы власти, пожалуйста. Ёбаный в рот, пожалуйста. Окей, гондонские просто. Не зря вас червями называют. Падлы вонющие. На диск лови. Плохой игрой. Блядь, ебаный рот. Тепло я заберу. А ты их парированием контри. Ну блин, на XBT, конечно бы, вот тут увидели бы парирование, это точно. Боже мой, эта игра вся как будто бы второй Dark Souls. Помните, где степи Казахстана были, и там лошади нападали на вас? Так они тут просто взяли и поменяли лошадей на 2 огромных червя. Они бы так вот прямо, так и вижу, как это, ну прям точно так и было бы прям.
Так. Я на месте, власти. Сейчас я вас буду пиздить ракетницами. Мать твою, мать твою, мать твою, беги, 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 беги. Блять, да куда ты его засунул? Не, походу, ребят, мне пиздец, потому что меня сейчас скушают. Ай, да ладно, я пробил это дерьмо. На. Видите, как я их просто, ну просто. Повелитель червей. По-другому не назовешь просто. Бля, пизда. Все. Повелитель червей съеден. Червем. Бля, не законтролил второго. Второй меня тут же схавал. Эта игра похожа на Dark Souls, это минус, но в то же время эта игра не похожа на Dark Souls, это тоже минус. Да-да-да. Вот уже эти игрожульские понятия о похожести и плагиатах. Не, ну вообще, знаете, вот чисто как вот именно игра. Это игра. Здесь вот прямо передо мной стоит вот прям задача, челлендж, разъебать червей. И это прям, да. Окей. Мне надо с этим дерьмом просто справиться. Да ладно. Ну да. Но, бля, какая же у нас все-таки устаревшая в этом, во всяком разном плане. Это, конечно, жесть. Я думал, а ты не поверишь. Но есть такие люди, которые реально могут так подумать. Завершена. Это прикинь,
весь их игровой опыт таких людей — это игрофильм. Они такие. Окей. Он поднял новое оружие. Я думаю, это новое чековское ружье. Ой, ну 90 это был бы вообще крышесносный. Конечно. Ну в 90 такие игры, ну и такая игра была бы невозможна, правда. Она и в свое время-то была такой. Не сказать, что революционная, а скорее, ну... Опять, ну, ее трудно было играть. Из-за того, что твой комп просто не мог вытянуть ее. Это пиздец. Включение инициализации. Ой, блин, Лара. Ребят, я безумно хочу поиграть в Лару. Вот. Все чаще вот вы о ней вспоминаете, все сильнее мне хочется, ну, поиграть в нее. Такая же Лара прям такая. Блять, это что за... Все, вы умерли, нахуй. Может, дождемся, когда потенция ослабнет и душить червя не... Блин, ну это очень хорошая теория. Если бы это был бы голливудский фильм, весь план был бы основан на этом. Но раз уж мы японцы, мы продолжим душить его, несмотря ни на что. Как там говорил тот чел? Поднебесный. Мне нужен секс любой ценой, но бесплатно. За себя и за секс. Да. Любой ценой, но бесплатно. Да. Такие перлы вообще. Я видел кента, который начал стоять. Блин. Сука! Хватит! Я сказал, хватит!
Интересно, как много людей вот прям пытались ворваться вот в эту игровую тематику путем обзора японских игр. Как вы думаете? Ну, то есть, не берите в расчет там, ну, попсовые там резики и там прочее, а прям вот прям, сука, дебри японского игропрома, чтоб прям люди влезали и потом такие оттуда вытаскивали какие-то прям дорогостоящие такие классные игры, прям, ну, ебаный в рот, чтоб прям такие, знаешь, типа людям рассказали: товарищи, наши друзья из Японии такие игры делают, мы в ахуе. А и вышла она, знаете, когда ты, сука, не родился, блядь. Monster Hunter. Ну, Monster Hunter, он хорош, конечно. А он еще и был хорош тогда, когда даже вот, ну... Он знаешь, как взлетел в свое время, как фан-базу собрал? Он был хорош именно тем, что он выходил на PS Vita, насколько я понимаю, или на какие-то такие вот... Короче, на карманной консоли он выходил, на портативной консоли. Народ такой типа, ебать, играл в него прям вообще. Что самое вот невероятное, это было по сети. Люди там между собой встречались, там что-то вот на кого-то охотились там и так далее. Это было так все увлекательно и круто. Невек. Персона. Ну, персона... Блин, я персону, если честно, не понимаю. Я не то чтобы играл в нее, будет враньем, если я скажу, что играл в нее. Скорее чисто пробовал. И... не знаю. Я просто, наверное, слишком искушен в плане JRPG игр был на тот момент, и мне персона не особо сильно дошла. Я какую-то персону играл, я точно не помню какую. И это было, ну... так себе. То есть это была персона из старой школы, где повседневность, школа, ты прям вот реально шкила и идешь такой там куда-то, что-то делаешь. Shadow Heart играл? Shadow Heart. Блять, что-то знакомое, как будто бы. Я даже, блять, запарюсь и пробью. Shadow Hearts. Наверное, да? Это баба из Балду. Драматический хоррор. О, ну это не, это прям... Это survival хоррор, что ли, какой-то? What the fuck? На второй плойке выходил. На второй плойке, блин, это прям на уровне мистики практически. Я не знаю, там столько невероятных игр выходило, что просто охуеть можно. То есть там такие безумные игры можно найти в эпохе PS2 игр, что просто, ну, ебануться можно. Это что такое? Сейчас, подождите, сейчас я покажу. Ну, я не знаю, как это открыть, но... Но вы видите это? Собака. Чисто Solid Snake. Прячется за стеной такой.
Авру. Здесь стража. Это ковенанты. Shadow Hearts. Тогда получается без S, просто Shadow Heart. Ну, тогда это... Нет, только Shadow Hearts входит с S. Ну, тогда это получается Shadow Hearts. Окей, давайте-ка позырим, что это такое. Ага. Это первая часть, понял. Ну, кажется, топ игра, да? Прикольная штука. Альтернативная реальность. Вообще, знаешь, можно было бы... Не, вот это хорошая игра, видимо, в том плане, что именно я вот о ней читаю, плюс насколько она неизвестная, потому что я о ней не знаю, по крайней мере, а я игры прям, ну, дохуя знаю. И вот когда я вижу вот подобное, вот это вот PlayStation 2, Shadow Heart, какой-то скутер на фоне, там башня, чел с тянкой, которая типа секси, и типа это JRPG, и я не в курсе о ней, и я такой, ебать, что нахуй? Это реальность? Ну, то есть, я думаю о том, что надо как-то более приземленно к этому подойти. И как-то потом эту игру обозреть и поиграть по-любому надо. Это точно. Еще куделка на PS1. Я не типа связан по сути. Ебать, чел. Блин, Душнилиус, ты меня вообще реально... Вот, ты будешь моим мостом в этот прекрасный мир японского JRPG. Я думал, я в этом разбираюсь, но как же я ошибался. По факту. Намасте. Источником тепла может оказаться мой член, блядь. Блядь, и вот и он, нахуй, мой член. Какой же он необъятный, большой. Как же я хочу об этом говорить. Ну, заебись. Блять, эта игра вообще ебанутая, если честно. Кто-нибудь дальше этого уровня проходил? Вы видите, что происходит? Меня просто съедает нахуй. Я ничего не успеваю сделать просто. Я, по-моему, вот я потихоньку вспоминаю, что я, скорее всего, доходил до этого момента в этой игре, но потом просто заебался и просто перестал в нее играть, потому что меня съедал ебаный череп этот. Блять, это пиздец какой-то. Ебать червей. Не, ну это пиздец, и реально. Ебать червей. Я хуй знаю. Кто подумал, что это охуенная идея, блять, я не понимаю. Бля, я не знаю, какие имена у японцев, типа, ну, считаются распространенными, там, типа... Тойота-сан, как ты думаешь?
Нам стоит сделать душную игру, чтобы эти ебаные гайдзины охуели, блядь. Honda-сан, да, нам надо это сделать. По-любому. Хорошо, Тойота-сан, сделаем это. Саски, Наруто, Миядзаки, блядь. Какие же вы расисты, блядь, пиздец, нахуй. Я вам, блядь, между прочим, такие, блядь, древние имена закидываю. А вы Honda, а вы Наруто, Саски. Блядь, не стыдно за вас. Мы-то расисты. Японцев называют такие. Ну так, это уважение. Ведь так? Это разве? Не, ну смотрите на меня, я истинно японец. Меня часто в Таиланде, я даже не шучу, путали с японцами. Они типа такие говорили. Japan? Japan? А я такой, no, Russia. Они такие, holy shit, man. Oh, fuck. Водка, балалайка, медведь. А я такой, да, ебать. Моего лучшего друга не подсказали, Коля. Да. Пилот покинул кокпит. Когда пилот покидает кокпит, он считается женщиной, потому что он сменил пол, или это немного другое? Кокпит, да. Я опять покинул кокпит. Ну что со мной не так? И когда-нибудь определюсь, кто я есть на самом деле. А, заебись, он меня просто съел нахуй. Я ему два дерьма просто, бля, выковыриваю, он меня просто съедает нахуй. Это вообще нормальная игра или это просто, ну, рофл какой-то от японцев, чисто реально посмеяться над гайдзинами из всего остального мира, блядь. Так расцветет самурай в снегу, смерть несет червь. Несет червь. Смерть. Чтоб мы про мой член такие фоку говорили, мы... Про моего червя-то никто ничего не говорит, а про этих червей, блядь, все говорят. Стоило им только мне заебать меня и все. Тогда, конечно, давай. Фоку про них будем сочинять. Но нет, ни одна женщина не слагала в моем члене фотку. Стоило заебать меня какого-то червя. Все, пожалуйста, фотку держи.
Сколько же Кама на этой планете? Да это прям реально планета Кама, не знаю. Да это игра вся про какую-то, ну, такую несостоявшуюся мужскую гей неудовлетворенность, знаешь. Я вот, блин, просто как какой-то, блядь, ебанутый человек бегаю по этой планете и жажду теплой жидкости, которую смогу просто засунуть в свой бак на моей спине, ниже моей спины даже, я бы сказал. Видите, да? Ну и слышите, да, как это звучит? Камплен получилось. Да, потерянная планета Кама. Это вот оно. Ну и потом думайте. Включение инициализации. А ты хорош. Два червя, одна чашка. Но есть нюанс. Два червя, один Юрий. Включение инициализации. О, блядь, сколько раз я покинул кокпит на этой планете, ебаный стыд. Вот реально, уж лучше бы я его не покидал никогда. Бля, не, это ебанутая игра. Просто, блядь, иди нахуй. Не, ну в натуре я просто нереально не понимаю. В чем, сука, смысл? У меня просто съедают, блядь, и все, пиздец. Я ничего не могу сделать, я не могу никак ответить, я не могу никак это предотвратить просто. Мне все время на очке быть в этой игре или как? Типа, меня эта игра реально обучает смирению и подчинению, что ли, или что? Игра такая, будь говнюком и сыклом. Не иди на червя в открытую. Сыкуй за этой стеной, как мразь. Сейчас будет. Сейчас будет. Блин, сука. Пилот покинул кокпит.
Блять, и это реально мне нанесло урон на все хп. Что происходит? Синхронизация завершена. Включение инициализации. Пилот покинул кокпит. А кто-то на Lies of P жалуется, что игра сложная. Да. Но тут эта игра реально просто сломанная, блять, я не знаю. Ну это бред какой-то. У меня просто... Ладно, я возможно чего-то не понимаю. Просто вот реально не понимаю. Возможно, мне надо мыслить как червь, чтобы победить червя. Включение инициализации. Пилот покинул кокпит. Два червя один. Как ты, конечно. Включение инициализации. Двух червей я вижу, но одного S нету. Значит ли это, что это я S в этой истории? И тут люди такие, yes. Бля. Я реально не понимаю, просто не понимаю, что от меня хотят. Я просто реально не вдупляю. Поведу, здорово. Это через эмулятор? Нет, нихуя. Это ПК-версия. Она есть на ПК. Но игра, конечно... Ну, кстати, вот примерно такого качества игры на эмуляторе на данный момент есть. Да. Они выглядят прям довольно-таки очень даже классно на эмуляторе на данный момент. Игры на PS2, даже на 3 есть годные. Кстати, how you do? Здорово. How you do? Ну, в том смысле, что how you do? Ну и, соответственно, с наступающим. С наступающим. Добро пожаловать на студию. This is how you do. Включение инициализации. С наступающим тебя. Да. У тебя. Пилот покинул кокпит.
Включение. Термоинализация на исходе. Пилот покинул кокпит. Самое блюдское в всей этой ситуации, что я даже типа F5 не могу прожать, тут нет быстрого сохранения. Не, ну просто учитывая задачу, которая на мне сейчас стоит, это разъебать этого двух червей. Ладно бы один, но двух, сука. Причем непонятно, как с ними разбираться вообще. Пилот покинул кокпит. Так, давайте поснимем. Больше фарм энергии, чем фарм. Но, точнее больше, да. Ну так, ну, ладно, если бы эта энергия еще как-то, ну, не бы сохранялась, какая-то такая, типа, рогалик тема сохранялась бы, но нет. Это все немного не так. Не то чтобы немного не так, это вообще не так. Далеко не так. Термоэнергия на исходе. Короче, просто убегаем нахуй, наверное, а? Как вам идея? Как будто бы охуенная. Да, кричи на меня, ненавидь меня. Но я умнее тебя. Я избежал конфликта с тобой, и я остался в живых. Блять. Но второй черт все равно мне как-то подкараулил немного. Ебаться нахуй. Синхронизация завершена. Господи, эти змейки сраные. Включение. Инициализация. Ну давай, езжай. Да. Ну, вообще сейчас было бы прикольно. Прохождение другие пацаны. Yes, хорош.
На-на-на-на. Да, я справлюсь. Видишь, я уже одну хуйню сломал. Никакого бунта на корабле. Все хорошо. Блять. Твари. Твари. У нас даже корабля нет. Ну представь, что есть. Как будто у других каналов есть канал. Это что-то канал, бля. Корабль. У других каналов есть канал, но и у меня есть. Но ни у кого нет корабля. Но можно представить, что у меня есть. И от этого мы выиграешь. Блять, сколько тут червей ёбаных. Блять, пошел я нахуй, да? Ну я понимаю, да, понимаю. Блять. Если он так появляется передо мной, надо съебывать. Просто уебывать. Если он не смотрит наверх, а вот так вот на меня просто уже надо просто уебывать. Все понятно. Сейчас подойду. Господи. Не, ну вообще в данный момент прогресс был существенный. Я бы даже, можно было бы сказать, гордился этим прогрессом. Прикольно, что эти твари от одного выстрела умирают. Не надо в них заряжать там 50 выстрелов, 10, там 15. Видеть какое-то дерьмо в виде уровня и так далее. Просто монстр умирает от одного выстрела. И нормально.
Включение инициализации. Источником тепла может оказаться термоустановка. Ты что-нибудь видишь? Ну, конечно. А, поебать, да? Бля. Когда фильмы будут? Скоро? Скоро, братан. Ну, скоро имеется в виду на днях, на днях. Не, ну эта игра, конечно, бред полный. Это бред. Типа, вот, понимаете, это странно, да, когда ты вот такой играешь, играешь, довольно-таки простую казуальную игру, и она вдруг такая резко, нах, сука, поебал, такой, ты шо, уебал меня? Потом он тебе еще раз, на нахуй, я не понял. Ты такой охуеваешь какое-то время, и потом понимаешь, что эта штука вдруг решила тебя, ну, просто трахнуть по сложности. Внезапно. Настолько жесткая и резко, что ты такой, типа, не понимаешь, что происходит. Это пиздец странно. Зачем так делать? Ладно, если бы это прям как-то вот было бы круто, как-то сюжетно переплетено. Типа там, чтоб чел прям сказал, ну что ж, теперь я тебя буду ебать. А ты такой, что, простите? Так, сейчас минутку отдохнем от этой игры и поотвечаем на комментарии на ютубе. Комментарии на ютубе. Ну вот, это, видимо, типичнейший представитель подписота XCBT или полезного беса, или типа того. Пишет. Замечательная игру. Вторичная игра, сделанная из кусков других соус-лайков. Притом, сделанная через жопу. Если оригинальные соусы сложны своей медлительностью и кривыми хитбоксами, но все это заучивается, и ты подстраиваешься под игру, то тут диарейно быстрые боссы с рандомными атаками, огромная часть из которых по площади. А за то, что блок снимает хиты, а не стамину, разрабам нужно руки оторвать и запихать в жопу, которой они все это придумали. Да. Да.
Не то, что ты, видимо, так как только человек дрессированный, скажем. Так, тут еще какой-то комментарий был. Залип на ласте. It's okay, как говорит Тиньков. It's okay. Так, XBT в 90% попадает в точку, так как большинство игроков это люди, которые не всегда знакомы с конкретным жанром, а им просто хочет поиграть в интересную игру.
Так, спасибо за ролик. Ну, Activity вообще игры ненавидят и делают ролики для тех, кто не играет. Как две старые бабки в подъезде. А, ну это я уже отвечал. Виталямба экзибит это кринж. Я вот не понимаю одного, почему все ноунейм ютуберы пытаются захайпить на том, что засирает чужое мнение. Потому что оно, блядь. Ну потому что оно не верное. Ты не подумал об этом? Или популярное мнение всегда должно быть истиной? Или что? Ты подумай об этом перед сном. Угу. Так, вроде ответил на все комментарии. Окей. Не, вообще радует, конечно, что... Нифига, уже 516 просмотров. Охуеть. Вау. Да, это жестко.
Блин, нормально так собрал энергии. Ничего себе, 2800. Seems good. Seems good. Жидкое золото. Включение инициализации. Пилот покинул кокпит. Включение инициализации. Пилот покинул кокпит. Включение инициализации. Пилот покинул кокпит. Так. Включение инициализации. Да блять, быстрее цепляйся, блять! Какая ебаная игра, ей-богу, нахуй. Не, ну просто ебаная. Рик, дай мне... Да пошел нахуй. Сгей ковер. Пиздец, эта ебанутая игра просто конченая, нахуй. Сигнал слабый. Бля. Я хуй знает, что должно мне подвергнуть эту игру назвать хорошей, я хуй его знает. Ну, ладно, атмосфера тут своя, типа, есть, окейная, прикольная, типа, там прочее. Под Новый год прям, типа, такое, типа, уф. Но, тем не менее, блядь, ёбаный стыд, нахуй, какой же пиздец тут творится. А, я попал по червячку, наверное, да? И не взорвал это. Синхронизация завершена. Гнезда. Так ведь, наверное, да? Хорошо. Кстати, кто-нибудь смотрел
Новый мультик от Миядзаки, от Ghibli Studio, который «Мальчики-птицы». Как оно вам? Я вот, блять, хочу посмотреть, но пока еще руки не дошли. Как оно вообще? Ай, так пойду. Похуй. Не автомата достаточно. Источником тепла может оказаться термоустановка. Ты что-нибудь видишь? А, поебать, да похуй вообще. Реально. Меня просто берут и съедают. А давайте вообще просто сразу нападем. Чё вообще тянуть? I don't understand. Источником тепла может оказаться термоустановка. Ты что-нибудь видишь? Я немного охуел сейчас от того, что происходит, но как будто бы я типа сейчас решил охуеть и двинулся вперед просто. Максимально насрав на все устои этого червячкового общества. Что-то я, блядь, пиздец.
Окей. Я увидел какой-то свет в конце туннеля. Я вдруг понял, что, оказывается, не надо быть циклом ёбаным, а бежать вперед. Удивительно, но факт. Этого достаточно, чтобы быть победителем в этой игре. Синхронизация завершена. Все, я побежал. Ни пуха, ни пера. Источником тепла может оказаться термоустановка. Ты что-нибудь видишь? Поебать. А! Блять, эта игра реально о том, чтобы поплавать с акулами в одном, блять, водоеме, нахуй, грубо говоря. Это пиздец, прям.
28 декабря выйдет озвучка. Ебать! Жесть! Спасибо Аркану, что сказал об этой охуенной новости. Это жестко. Бля, там столько будет говна про Уганду. Уганда то, Уганда все. У нас там, блядь, колдуют без палочек, а вы бомжи ебашите с палочками. Бля, Уганда намного далеко впереди. В плане развития магии. Но как же вы, сука, ёбаный в рот ебал примал просто. Я вот единственное, что запомнил по Хогвартсу, то, что меня хуесосили за то, что я, блядь, учился в Хогвартсе, так сказать. Меня вот эта пизда из Уганды, нахуй, все время хуесосил за то, что я, типа, учился, блядь, в Хогвартсе. Она все время пиздела о том, что у нас в Уганде колдуют без палочек, а вы хуесосы. Ой, бля. До сих пор ебашите палочками, я просто в шоке. Бля. Видели? Сейчас, подожди. Кстати, вот блокировку от Epic по регионам очень легко обойти. Я просто, ну, бля, реально охуеваю. Его очень легко обойти. Как обойти? Врубаешь VPN. Точнее, вырубаешь VPN на браузере, когда непосредственно идет оформление покупки бесплатной игры. И все. Ну или непосредственно перед покупкой самой игры. И все. В эпике такой хуйней можно заниматься. Я вот именно, вот когда окошко вот приходит именно оформление покупки, оформить покупку, я просто беру и, ну, тупо башу. Я из другого региона. Точнее, я только прилетел в Россию. Типа я вот все это время был в другом регионе, а потом VPN вырубается, и я прилетел в Россию. И что? Осуждать меня за это? Я путешественник, блядь. Походу мне пизда.
Блять, а как? Это пизда. Ребята, это пизда. Просто пизда, пиздейший. I don't understand. Жесть. Да, привет, Дмитрий. Наступающим. Привет. Спасибо за фолл. Моя термоустановка на кончике пениса. Бля, заебал. И это типа, блять, ваш аргумент, да? Потому что я такой маленький. Ясно. Не, ну ребят, блять, типа, давайте подумаем немного вообще над этой игрой в данный момент. Это вот я, блять, такой нахуй тугой, или, блять, разраб долбоеб, потому что мне шансы не дает нахуй отыграться. Он просто, блядь, ебашит мне долбоебского, блядь, червя, нахуй, который просто меня съедает, блядь. А возможности уйти от него как такового, ну просто, блядь, нету, нахуй. Ладно, давайте я попробую по-другому. По-другому, блядь, без проблем. Вообще похуй. Похуй. Я попробую по-другому. Ну, попробуй на мотике, да, я вот это и хочу сделать. Я вот пойду так, допустим. В начале. Просто поебать. Лечу такой вперед. Я хейчу всех на свете. И лечу вперед. Окей. Меня сбивают. Мне говорят, да ты охуел, куда собрался? Выход, блядь. Тебе не разрешается. Окей. Я съедаю это. И такой возвращаюсь обратно. Я понимаю. Те против того, чтобы я съебался на мотике. Хорошо. Я человек разумный, я понимаю такие вещи. Бля, пиздец установлен. Бля, сейчас мне тряска заебет просто. Так, я просто теплоту тебе сейчас быренько на запас возьму. Все, отлично. Теплоэнергию взял. ЖКХ меня больше не ебет. Погоди. Поставить. Поехали. Все. Второй мотик. Второй мотик. Внимание. Второй мотик. Я еду. Червям на меня, ну, не то чтобы поебать, но они такие, да ну нахуй, ты не понял, блядь. Ты хочешь второй раз ебаться? И ебашут меня такие. Я понимаю. Я человек не глупый. И меня съедают.
Потому что я человек не глупый, я пытался уехать на мотике, потому что это выгодно. Это скорость, вся хуйня. Окей. Разраб, я тебя понял. На мотике не уехать. Угу, хорошо. Тогда может быть. Я не ругаюсь, все хорошо, окей. Тогда может быть не надо вести себя тихо. Тише воды, ниже травы. Это же логично. Давайте попробуем так. Возможно, скрипты не сработают тогда, если я буду идти вот так вот. Да? Это же так логично. Иди нахер от меня. Так, иду на корячках. Хорошо. Нет. Плохо. Два червя сразу вышли у меня. И они такие типа, бля. Кто тут нахуй? О, дед. Извиняюсь за маты. Я не должен ругаться. В конце концов, я же человек, ну, разумный. Я стараюсь играть даже разумно. Самое вот ублюдское во всей этой теме то, что меня просто вот, блядь, независимо от моего положения, меня просто съедают. И возможности реабилитироваться никакого нету. Просто насрать, кто я, что я, как я, где я даже. Вот просто меня берут и съедают. То есть тут меня можно было притянуть за вещи типа, блядь, сложно не осилил, типа, да? Но нихуя, блядь, просто тут скрипты нахуй тебя съедают. И поебать, блядь. И поебать, кто ты есть там на самом деле. Как тебя звать? Кем ты был? Тебя просто съедают нахуй. Японцы такие, типа, дохуя реалистичность. Насрали в эту игру, что они просто такие. Ну, червь огромный, а чел маленький. Похуй. Пускай, блядь, сразу съедает. И все. Я такой, окей. Точнее, они такие, окей. А я скорее такой, бля. И все. А то, что мы такие прыгаем, как Майкл Джордан, нахуй, в 3 метра. Точнее, даже Майкл Джордан на такой не способен. Но тем не менее, блядь, это окей. Это нормально. Но то, что вот эти вот жуки нас просто на фул похуй съедают, прямо в рот нас засовывают, это окей. То есть им реально поебать, я под ними, я над ними, я еще где, я вот не понимаю. Я еще даже не определился с тем, где я нахожусь в этом мире, но меня просто тупо съедают. Это, блядь, вот по пониманию, нахуй, разрабов этой игры, это нормально. То есть я изучил карту весьма нормально. Тут пушки, просто вот какие-то источники тепла. Вот
мехи и все. А больше ничего, правда. То есть, реально, тут только приходит в голову вот так вот сделать, например. Вот так вот мы едем. И пиздец, все, вот погнали нахуй, let's go. Ебля, ванус началась. Твои действия нахуй. Два огромных члена перед тобой. Чисто, знаешь, типа ДНД ситуация нахуй. И все, тебя член съедает нахуй. Нормально? Нормально, просто перед тобой два члена, твои действия. Не успел ответить, не успел подумать. Все, член тебя съедает. А я такой, что на... Я не понял, в смысле? И игра такая, не, тебя член съел. Синхронизация завершена. Начинай заново. А я такой, ну хорошо, давай, погнали. Возможно, сейчас меня член не съест. И еду я такой. Вот смотрите, я полон надежд, я еду. Думая о том, что все не может быть, чтоб меня съел член. Да не надо. Да не может быть такого. Ну, подождите, ребята. Я вдруг понял кое-что в этой жизни. Как будто бы... Вы видите это, да? Если ехать по краю обрыва, черви не накидываются, но стагерят меня. Не, я Юрий, не сдаюсь. Я Юрий. Из республики Саха-Якутия. А мы обычно здесь. Не сдаемся. Идем. Кость. Вот это вот. Зимнюю хуйню. До конца. Что на работу, что в школу, что в садик. Неважно. Это у нас тупо в крови. Добраться мы способ найдем. Реально насрать. Юра, ты главное не это, не очкуй, все будет хорошо. Ну, здравствуйте, блядь. Добрый вечер, как говорится. Ну, конечно. Зря я выскочил из... видимо, да? Ну ладно, сейчас я понял кое-что, то что это весьма реально. Это real shit. Real gangsta shit. Синхронизация завершена. Включение. Инициализация.
Все, тупо едем. Тепла достаточно. Я думаю, мы просто приедем туда. И насрать. А как я в прошлый раз доехал, я не понял. Нихуя. Не, весьма справедливо. Я прям под ним. Вот тут вот. Я такой, ап! Не, представьте, я червь. Вот, я червь. И вот тут вот я бегаю. Вот примерно тут. Я такой. Не достаю, конечно, но игра такая. Ты достаешь. Я такой. И он просто у меня уже во рту. И все. И такой. Спасибо, игра. Что кормишь меня. Да. И, блядь, вот только, блядь, подумайте нахуй о том, чтобы защищать эту игру. Просто подумайте хотя бы вот немного. Вот серьезно, стоит ли оно того реально вот защищать эту игру? Вот хотя бы на минуточку. Я скажу, что оно, бля, такое, нахуй. Я, конечно, понимаю сейчас, почему эта игра не стала популярной. Потому что существует этот ебаный уровень. Я, конечно же, просто... Вот просто хочу вообразить, блядь, игровых журналистов того времени. Они, наверное, просто такие охуели, такие, типа... Бля... Да ну нахуй, типа... Они, наверное, еще раз пытались разобраться в вопросе в плане... Это вообще, типа, ну... Реально? Типа... Это, ну... Нынешние, типа, реалии... Игр? Или что? Они, наверное, реально не могли определить то, что это, возможно, нынешний стандарт полностью. Типа... Я не понимаю... Кривая равно кривая, типа, или кривая равно сложно. Ну, скорее всего, тогда просто разрабы такие сказали, кривая равно кривая. Но нынешние игровые журналисты, они такие, типа, кривая равно ложная. Ихние подписчики думают так же примерно, кстати, что самое печальное. Это же пиздец. Прикиньте, оправдываешь кривую игру. Ебало такого человека представили? Но у меня в комментариях на ютубе уже под этим, под обзором Lies of P такие есть, кстати говоря. И это, блин, прям вообще удивительно. В том плане, что это у меня вызывает прям такое, типа, чувство, типа, блин, охереть. Меня замечают подписчики этих самых игражуров, которые... которые хотят оспорить мнение своих этих, ну, подписанных каналов, типа. Да уж. Там чел буквально писал такую тему, то что... Окей, Dark Souls и там прочее, там типа кривые хитбоксы и вся херня, это сложно. Но
Lies of P с шустрыми боссами и с блоками, где у тебя отнимается не выносливость, а ХП. Это пиздец. Типа, не, ну представляете таких людей, просто, ну, их не, ну, как они вообще выглядят, эти люди. Я примерно представил, как они выглядят. Я думаю, ну, это никому не понравится. Не, ну меня сейчас съедят с говном просто. Я умру сейчас. Да это, блядь, просто невозможно. Не, реально забить, реально. Ну, просто, ну... В данном уровне просто разрабы решили стать долбоебыми конченными просто, ну... Они такие, бля, давай насрем так, чтоб, ну, просто игрок охуел. Я сам, как разработчик, прошел игру. Попытки, нахуй, тысячные, блядь. Уровень проходимый, бля. Пускай не ноет, бля. Ну реально, а чё? Типа, это ведь так работает, наверное, да? Причем вот эта ебаная механика землетрясения, когда у меня глохнет двигатель, блядь, просто от тряски. О, боже. А в чем смысл миссии этой вообще? Типа я такой пришел сюда и должен уйти отсюда или что вообще? Что за бред? И хуй мне как-то соебит-то, блядь. Ну езжай прямо, пожалуйста. О боже. Смотрите, на карте, на миникарте никого нету. Сейчас стоит дойти мне до этого маяка первого. Как вдруг? Бля. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, блядь. Играй нахуй, не ебим, блядь, тварь. Заебал. Пожалуйста. Черви вылезли, нет, не может быть никакого землетрясения. Блядь, какая ебаная игра, честное слово, блядь. Это ебаное землетрясение. Это оно меня заебало, ей-богу, нахуй. Оно просто, блядь, трясет, 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 трясет. И пиздец, нахуй. И хуй что сделаешь вообще?
по этому поводу. Игра тебе выбора не дает, просто, блядь, страдай, ебаный гондон, и все. А чё, блядь? Схуяли ты меня так ненавидишь, игра, блядь? Что я тебе сделал, нахуй? Охуеть можно, блядь. Пиздец какой-то, блядь. Разработчик, ты долбоёб или, блядь, просто нахуй решил нахуй поугарать, блядь. Реально, блядь, это пиздец какой-то нахуй. Вот это вот хуйню, вот смотрите просто. Трясет, 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 трясет. Они такие, типа, блядь, тестили эту игру, такие, бля, кайф, нахуй, классно. Бля, игрок кайф понет, я тебе говорю, просто. Глянь, бля, трясет и трясет, нахуй. Просто, не, игрок не окажется неравнодушным к этому, 100% я тебе говорю. Мне так даже приебки со шлюхами не трясет, они такие, типа, знаешь, разработчики. При деньгах, нахуй, с яхтами, шлюхами. Они такие, бля, тряска, заебись. Долбоёб, пиздец. Тупые гондоны, пиздец. Не, в какой реальности не думали, что это хорошая идея. Вот так вот, ну, просто на ровном месте дрочить игрока. Такой фигней. Не, правда, просто вот вдумайтесь в эту тему. Сидели, сука, японцы, разработчики данной игры. И они такие, аригато, аригато, охуенно просто такие. Найс, такие сказали. И высрали этот пиздец. В плане этого уровня. Ну как? Просто я правда хочу понять, как они до этого, ну, просто дошли, нахуй. В чем поинт, блядь? Это залупа какая-то. Просто реально залупа. Я давно не употреблял этого слова, но это залупа. Просто другого слова не, ну, я не могу подставить под эту ситуацию. Это такая залупа, что просто пиздец. Как будто бы реально разработчики данной игры такие просто влезли в залупу и поебать.
Так, я просто так хочу сейчас посмотреть кое-что. Так, Lost Planet, да? Давайте посмотрим. Lost Planet. Прохождение. Без комментариев. Давайте. Вот, дохуя. 14 видео. Да. Снежные пираты. Б. Это, ну, навык. Надо взломать пароль. Так, вот, хорошо. Он начал такой. Откапывает это дерьмо. Социализация. Так, убивает тут все. Понятно. Потопал. Не, это невозможно, это ебанутая тема. Смотри, вот у него тоже ломает боевую машину. Окей, хорошо. Угу. Но он пошел по правой стороне. Стоит это тоже учитывать. Берем во внимание этот момент. Правая сторона. Он активирует маяк первый. Хорошо, подобрал автомат. Стреляет. Где? Угу. Знаете, в чем прикол? У этого ублюдка только один череп. Один. У меня их два. У этого уёбка их один. А у меня два. Да за шо? А? Да за шо у меня два их нахуй? Почему? Ну, у меня самая ебанутая сложность, конечно, стоит. А этот ублюдок, видимо, играет на нормале. Пиздец. Не, ну разрабы, конечно, интересные люди. Они такие, типа, блядь, давай настрем двумя червями, нахуй. Я хуею просто. Синхронизация завершена. Включение. Это God of War на первом PS горел, когда поставил высокую сложность, и мне пихало два тролля вместо одного каждый мини-босс файт. Пиздец. Ну, то есть это такая игра, да? Источником тепла может оказаться термоустановка. Ты что поделаешь? Два червя.
И разраб мое ебало видит как типа чела, который типа такой: «Вау, классно! Прикольно, блядь! Это же охуенно! 2 червя!» Бля, какой же гей-секс происходит, пиздец просто. Я прибежал? Да ну нахуй, я прибежал? Это реальность, блядь? И я типа вот просто прибежал. Охуеть просто. Пиздец. Я реально это сделал, просто прибежал. Ебануться. Как же это было ебануто. Ну не, просто это было неадекватно просто. Ну в том плане, что эти черви, ну, вы просто видели их, да? Просто конченая игра, конченая. О, боже мой. Что стряслось? Похоже, снежные пираты. Кто же еще мог это сделать? Это ты имеешь в виду трупы снежных пиратов или снежные пираты разъебали их? Мне кажется, тут трупы снежных пиратов. В чем дело? Ни в чем. Ну, короче, сам из Невека. Это группа, которая Очевидно. ведет охоту на снежных пиратов. И батя Избегай оттуда. любой ценой. Пригнись. И у него Нет, потом я будет хочу дилемма подобраться моральная чуть ближе. такая, то, что он в конце концов Что-то будет мне такое всё это выбирать. не по душе. Он будет за этих ребят или за Тебе Невека. тут не место. Хочешь стать таким, как они? Этот район находится под надзором Невек. Уходи, пока я еще в добром настроении. Уэйн, будь осторожен. Я пришел кое-что получить и никуда не уйду. Тогда ты умрешь. Черт.
Умирать нельзя, Вейн. Никак, никак. Я тебя, сука, запрещаю нахуй. Настолько раз съели эти черви, что просто с ума сойти. Ну пизда тебе медлительные твари. Не-не-не-не-не, нихуя, нихуя, нихуя. Ты меня этим говном не возьмешь. Я тебе, сука, запрещаю меня убивать. Я такое дерьмо пережил, чтобы умереть вот так вот от тебя, блядь. Не, нихуя. Бля, пизда. Походу я умираю. Так. А я, блядь, мразь. Пожалуйста. Спасибо. Я уж подумал, не дай бог. Таким дерьмом грешили старые игры. Что за нулевые? Привет, Родион Петров. Здорово. Ну а почему бы и нет? Я люблю ретро. Ну, если ты не знал. Бля, можно поднять, пожалуйста? Спасибо большое. Да. Найс. Боже мой. Это было пиздец как плотно. Сколько часов? 53 минуты мы здесь торчали? Да ну нахер, не верю. Было намного дольше. Один лишь этот трай, наверное, стоил вот такого времени. С наступающим, Родион. Здравствуй. Он выбрался? Никогда не думал, что встречу такого, как ты. Это было рискованно. Да, очень. Во все топовые игры нулевых. Найс, класс. Кого-то он мне напомнил. Кого-то он не напомнил. Ну, я думаю, только любовника я могу ее напомнить, потому что я ее выебал, блять. Если так, то нам стоит поторопиться с этой встречей. Чуваки из Невек? Юрий предатель? Что? То есть вы согласны, доктор Золотов? Юрий Золотов. Невек. У нас есть общая цель. Holy shit. Я не вижу тут проблем. Тогда мы будем ждать. С вашей помощью нам удастся добиться прогресса по проекту Frontier. О май гад. Передавайте привет командору Айзенбергу.
Подсосаться пытается еще как. Передавайте привет капитану Айзенберг. Ну-ка, вонючая. Ну-ка, ну-ка. Подслушивал? Как нехорошо. Ты работаешь на Невек? Подслушивал. Проект Фронтир. Это прям мемно, Масштабный план пиздец. по терраформированию планеты. Мы хотим сделать ее теплее. А, Чтобы людям было здесь комфортно. окей. Терраформирование? Это невозможно. Я уже давно искал способ согреть планету и дать надежду людям, которые ютятся на этих камнях. У меня та же мечта, что и у Невек. То есть борьба с акридами — это лишь прикрытие? Ты лгал Луки и Рику? Нет. А в чем они проблема? меня У него понимают. реально хорошие планы. Тебе надо Сделать из отдохнуть. этой планеты Таиланд, это было Куту бы я проложу охуенно. маршрут на завтра. Это будет нелегкий день. Че он съелся, блин? Я не понимаю вообще. Поднимитесь по первой горной дороге, чтобы достичь вершины, чтобы вы отыщете... Там вы отыщете путь дальше. Один неловкий шаг, и вы рухнете вниз с обрыва. Ступайте как можно осторожнее, пропустите машину. Отлично, подписка оформлена. Спасибо большое за подписку на ютубе. Так. Нихера себе, уже 622 просмотра. Нормально. Его творениями, прежде чем кинулись создавать свои. Таких уже целая когорта. Ненавижу и японские никому игры, в пику слишком это никогда нудные. особо не ставили. Ну, есть у них такой грешок, да. Есть такой грешок. Так, нормально. Окей, держим оборону потихоньку. Держим оборону. Всем отвечаем. Окей.
В смысле, это что, бомбардировка сейчас была? Ебать, там бабочка летает. Погодите, это что? Игра про Годзиллу? Но без Годзиллы? Ебать. Синхронизация завершена. О, боже.
Окей. Живем. Окей. Неплохо. Хорошо. Держимся. Что это? Плазменный гранат. Понял. Огонь! Кричат. Огонь! Че, червей прошел? Как червей прошел? Бля, ну это было пиздец сложно. Там оказывается просто минное поле скриптов. Понял, да? То есть ты по этому пути не ходи, ты по этому пути ходи. Надо по правой стороне идти. По левой стороне ты идешь, то все тебя съедают. Там конкретный паттерн поведения червей построен так, что ты, ну, не можешь идти по тому пути, который, ну, пиздец, блядь. Которое тебе не... Ну, не дай бог по-другому пойдешь, тебя не съедают. Минное поле скриптов просто пиздец. Очень ублюдское место. Будь я проклят, да. Проклят. Инициализация. Повторяйте почаще, товарищи. А, вы так просто появляетесь. А я же не знал. Не, ну я подозревал, но не знал. Да иди ты в анус. Сейчас, подожди. Закреплено. А, я отсюда просто сниму. И поставлю тогда.
Так, подождите. Момента. Все. Успокоил. Человечка. Сейчас поставлю сюда. Вот. Включение. Вот. Инициализация. Все. Все, нормально. Потопали. Включение. Поскакали. Инициализация. А что будет, если я нажму трансформацию? Нету. А, зря я вообще всей этой темой занимался, потому что тут дырочка маленькая. Понял, хорошо. Не, ну бывает, да, я сглупил. Ой. Да кто уходит-то? Всё, ёпта. Кто там такой мультяшный? Взять его! Умри, блин. Бля, чуть не упал. Да? Да? Ну да. Скрипты наши все. Что за хуйня? Почему он просто возрождается ниже или типа того? Нахуй просто. JRPG какую-нибудь можешь поиграть потом? Ну, посмотрим. У меня есть одна мысль поиграть одну JRPG, которую я вот прям
там искренне очень давно хочу поиграть. И так, чтобы прям, сука, до конца. Дымовая завеса, ничего себе. Бля, шутки такой. А ты какой JRPG имеешь в виду? Возможно, у тебя какие-то предпочтения имеются? Или ты только, ну, изучаешь этот жанр JRPG? Я просто в этой теме реально шарю. JRPG. Поэтому интересно послушать запросы. Да, без разницы, в принципе. Понял. Ладно. О, господи. Тоже играл раньше. А в какие? Синхронизация завершена. А, нихуя. Включение. Синхронизация. Туда, наверное, да? Ага, понял.
Ну и все. О, сука драная, боже мой, блять. Металл Сага? Вот я хочу Металл Сагу как раз поиграть. Эта игра прям запала мне в душу своей. И вот этой вот темой. Вейн! Да. Юрий! Да! Все вещи Юрия исчезли. Что? Паскуда убежал. Куда он мог уйти? Деньги взял и ушел. Он просто сказал однажды: Тебе что-то известно? мне нужен Где секс Юрий? любой ценой, Лжешь! но бесплатно. И исчез. Что нам теперь делать? А что нам еще остается? Расправимся с зеленым глазом, пока ждем возвращения Юрия. Вейн, там дальше горная гряда. Взобраться наверх будет очень непросто. Готовься. Ладно. Господи. Че происходит вообще? Идите по второй горной дороге, когда доберетесь до туннеля, пройдите по нему и окажетесь по ту сторону гор. Ладно. Маршрут перелета кридов, живущих в этих местах, переходит над горной дорогой. Будьте осторожны, чтобы вас не стихило мощным воздушным потоком, когда крид пролетает мимо. Ёб твою мать, серьезно? Тот был малыш бабочка, а это папа бабочка. Я не понял. А я уже такой типа подумал про себя, ядрите жестко. Бабочку разъебал. А оказывается, я просто никто. И звать меня никак. Ёб твою мать. Да что за хуйня? Почему я умираю? А, бля, нихуя. Это прям платформер какой-то начался, но практически.
Ага, понимаю. Вон. Тепло кончается. Наконец-то. Бля. Да, нихуя. Так и все это время было, оказывается, в этом Baldur's Gate потоке, так сказать. Нормально. 52 часа второго. Да. А я тебе говорил. Игра реально good. По-настоящему незабываемое хорошее приключение. Близкое животное дерьмо. Прошел уже? Да, я Baldur's Gate проходил давно. Я стал этим Видвардом. Все дела. Ну, нормально так. В конечном итоге. Да, эпилог был. Карлах и сколько костей. Блин, печально. Мы Карлах убедили вернуться обратно в ад. И вместе с ней отправили Уилл Смита. А он такой типа: What the fuck, man? А мы такие: ну а хули? И он такой: бля. Ну и пошел. Она ж не хотела. Ну, блять, умирать тоже как бы не надо. Ну и, собственно, мы ее убедили, блять, от ее этого, ну, блять, подросткового максимализма от этого ебаного. Сказали: ну, бля, ну ты просто сдохнешь, ну и в чем рофл тогда, типа. Давай с тобой отправим чувака, типа там. Вот, Уилл Смита, ему все равно туда надо, типа. В конечном-то итоге. Ну и все такие: да, норм тема. И Уилл Смит сам такой: да, я пойду с ним. А еще Рафаила был, я тоже, да, убиваю. Там тема.
А, да? Прикольно. Блядь. Бля, кто там стреляет по мне? Вон. Короче, намекает, что, типа, жди продолжения, охуешь от последствий своего выбора. Прикольно. Не, ну это прикольно. Охуеть, говорит. Какая сука, а. До свидули. Я коронмистре отдал, а он говорит, ты типа дурачок, тебе это как раз от богов, а не от дьявола. Че я с короной-то сделал, не помню. Я его точным геймом, по-моему, не отдавал. Что-то в этом роде. А как-то, ну, проще поступил в этом плане. Ну, в общем, мне самое, что запомнилось, это больше всего Слоизель, такая у него концовка была. Она по итогу-то такая стала молодцом в плане типа там стал служить Орфею, вся херня там, вроде как и, ну, на благо своего народа там что-то делала. Но я с ней романтил, и она такая по итогу: не, братан, иди нахуй, для меня карьера важна. А ты по сравнению с моей карьерой, типа, ну, так, чисто рофл. Я такой, бля, кинул меня ради карьерного роста. Светлая, светлая, ага. Она тоже отринулась от этой плакиты, или как это называется. Не, вампир стал нормисом. Нормально. Не стал хуйню продать. Там типа дохуя народу не перебил. А так, конечно, с одной стороны, блядь, они типа выйдут на улицу и будут творить полную хуйню. Но с другой стороны, я так и подумал. Это же прям, ну, типа, будет годно для товарища Постарёна. Супер вампир. И он чё прям... А в чем преимущество супер вампира? Чё он делает-то? Охуевать стал? База. От сучара ебаная. Понял я его.
Гандонович. Не зря я его со старта сразу попускать начал. Я кукловод в городе, блядь. Ой, бля. Не зря я его попускать начал с самого старта. Говнюк вонючий. Уилл Смита нечаянно его отдаёбну, блядь, пиздец. Я пиздец трайхардил эту тему. Отец его по итогу такой, типа, бля, пиздец, сынок, ты такой пиздецовой хуйней, оказывается, занимался, ты типа ради меня только пережил и там прочее и так далее, типа. А я такой, бля, ну да. И он такой, ну, он практически такой сказал, не, ну вообще молодец, конечно. Я как бы, ну, все, простил тебя давно. Я больше на тебя не злюсь, конечно. Гандон вонючий, блядь. Вот, сука, на него зла не хватает, на него самого, типа того. Говнюк. Да хуя важный, блядь. Не злится он больше. А там один удар остался, я забыл посыпать плечом. И чё? Ну ничего, просто остался, типа, этим главным в городе. А Уилл Смит стал, ну, типа, этим клинком ада, стал ебашить демонов, все в таком духе. Ну такой, по сути, максимально пососный какой-то эндинг. Мизора чё? Я, кстати, ее пытался разъебать дохуя раз. Но все сводилось к тому, что это пизда, но очень плохо поступал с Уилл Смитом в конце концов. Ну и я такой, типа, блядь, ну ладно, пизда вонючая. Будь по-твоему. Ну и как-то немного с этой Мизорой примирился, что ли. Она мне даже в конечном файте как-то помогала. Я ее вызывал, а она там что поделала, всякую разную хуйню. Короче, она отменила, разорвала контракт? Нет, нихуя не разорвала. Уилл Смиту все равно один хуй пришлось там типа немного оказаться в аду. Ебать.
Нет, пизда, ты ошибаешься. Ты такая пизда, что ты вообще не понимаешь, с кем связался. Тебе судьбой было предначертано умереть, мразь. Все, подыхай, заебал. Ложись спать. На нахуй. О боже. Друид вообще хуй пойми, что зачем. А у тебя она отменила контракт, да? И он становится следопытом. Друид еще хуй пойми, что зачем. Пати ни разу не был. Ну, у друида раскрытие идет во время темных башен, лунных башен этих самых. Там он типа рассказывает о том, что больше всего накосячил там с каким-то мелким пацаном. И тот мелкий пацан, дух леса и типа того, он там насрал и там прочее и так далее. Но я им помог и все хули, ну а далее, типа, типа Хальсин он такой. Ну, такой, я не знаю. Да, у меня тоже мало было пати, и поэтому я с ним особо не общался. В общих чертах, типа, я знаю, что за прикол с ним и там прочее. Но не более, правда, да. Не более. Самое забавное, как сделано, да. Мы наконец добрались до зеленого глаза. Да. Мне очень жаль. Кого? А? Извини, я раньше говорила, что не могу тебе доверять. Ух ты, да бля! Не беспокойся об этом. Без Юрия мы все ощутили себя брошенными. Ты тоже запросто мог уйти, но остался с нами. Мы это ценим, Вейн. Спасибо. Вот такая вот Я должна сожалею была о быть своих словах. якутская игра. Сахалы, бля. Это же Давно не виделись. вернулась мстить? Не сейчас. Ладно, тогда покажись и назови свое имя. О, она на колени встала. Теперь чушпан получается. Ля какая. Меня зовут Бейзил. Yes. У меня дело к Золотову. Yes. Она, наверное, говорит о Юрии. Помнишь, фамилия Юрия Золотов? Что это значит? Я проверяла. О чем ты говоришь? Вы работаете на доктора Золотова. Зачем вы его прячете? А ты ждала, Проверял? что мы просто его сдадим. Вы не знаете, кто он такой на самом деле. Он завел мою семью и моих близких в ловушку и убил всех до единого. Бред. Я здесь не для того, чтобы спорить. Просто выдайте его и все. Его здесь больше нет. Нет Почему еще. я должна вам Но я верить? хочу, да. Потому что это правда. Посмотри сама. Так, значит, он сбежал в Невек. Невк? Ничего удивительного. Золотов и раньше работал на них. Не смей лгать про Юрия. Можете мне не верить. Как тебя зовут? Вейн. А ты? Вейн. Кто? Мы пришли сюда за зеленым Кто? глазом. Суету навела и ушла просто. Заеда. Отправляйтесь к куполу, прибыть через ствольный гордон, лежащую под ним мощная волна термоэнергии, возможно, принадлежащая зеленому глазу исходит изнутри. Изнутри входят волны термоэнергии, помимо обычных волн артридов. Будьте осторожны, эти волны могут указывать на снежного пирата или на присутствие навык. Бля. Ну, люди, короче, тут бесит, да? Синхронизация завершена. Не, а можно менять его внешний вид? Хоть как можно менять.
Если хочешь, можешь его сделать типа там челиком, не челиком. И в этом вся прелесть. Ну, гандоны, вам пизда. Может поменять. Но прямо на старте, по-моему, можно менять. Не обязательно в конце. Ну там, точнее, потом. Ну, у темного соблазна весьма своеобразный геймплей, как я понимаю. Он там прям такой специфичный, так сказать. Бля, сука. Нежная игра про снег, нежная игра про снег, я играю про него. Бля, какая анимация смерти у него. На нахуй. Только не говори мне, что ты жив. Иначе убью. Блядь, ты ведь реально жив. Бля, 0 тепла. Охуеть. Собираем тепло.
Найс. 200. Ну хоть что-то. Бля. Да ёбаный в рот этого казино. Нет, походу все, ГГ. У меня нет тепла. Это какой-то Uber, пиздец. Он слишком ебанутый. А, Артем, ты, кстати, видел обзором на Lies of P, который я сделал? Синхронизация завершена. Я сделал. Убил меня. Он убил меня. Какая же тупая фраза в игре. Блять, он убил меня. Вот ты не поверишь, но он меня убил. Кого уничтожить? Что началось?
А это я снежный пират? А почему? Они так думают обо мне. Откуда такая инфа? Откуда инфа? Да, блядь, скинь эту хуйню, я расстреляю эту пизду, блядь, вот так вот. Господи, боже мой. Вот, огонь. По идее, бесконечно стоит источник теплой энергии, нет? Это типа наш мех, да? В котором мы были в начале игры. Он такой сейчас помнится. Вейн, тебе надо кое на что взглянуть. Пойдем со мной. А кто там есть? Это, видимо, батя. Мы отыскали это под завалами. БМ моего отца. Да, да. БМ. Извини, что не могу поддержать тебя в бою. Это все, чем я могу помочь. Да, нормально. Есть. Не переживай. Двигатель еще работает. Если починить корпус, его можно использовать. Он, конечно, старый, но вполне сойдет. Сестра, А? это необычная БМ. В каком смысле? Здесь двигатель был усилен. Кажется, это самая продвинутая БМ из всех существующих. О, как все повернулось. Ну как, Вейн? Я справлюсь. Я знаю, какой будет первая цель. Юра, да? Юру уеб... Просто убьем его? Твой отец сражается вместе с тобой. Спасибо. Максимально... Спрячьтесь где-нибудь. Сюжет из аниме просто. Чисто Евангелион какой-то. Да.
А они что, снова все построили, когда Зеленый глаз уничтожил? Я не понимаю. Ты готов, папа? Все, готов, блин, говнюк вонюч. Зеленый глаз дерьма. Господи боже мой. Чиш. Получилось. Батя, мы сделали это. Почему ты нас предал, золото? Это была ловушка Невы. Золотов. Вейн, ты в порядке? Да. Извини, я был слегка не в себе. Снежные пираты. Это наверняка дружки того, которого мы нашли в трейлере. Покажем им, что мы люди серьезные. Что они тут забыли? Назад! Ай, блядь, они показывают, что они люди серьезные.
Из автомата стреляет по, блядь, по танку, нахуй. Покажем им, на что она годится. Придурки. Черт возьми! Покажем им, что мы люди серьезно. Вы что тут стали это? Где укрытие? Проект Фронтир должен продолжаться любой ценой. Думаю, ты уже Чел, твой Такой же, как у Вейна. причесон, это вообще. Кто твой Да, много воды утекло. парикмахер? Бандера! Пиздец, его имя Бандера! Умереть достойно. Бандера! 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 Я тебя убью! Боже мой. Ну, типичный Бандера, да? Попробуй снять, пират! Типикал Бандера. Бля. Прецедент, да, вовремя. Дикий трэш. Тут у нас главный злодей Бандера, блядь. И это его имя, нахуй. Прости, что опять бросаю тебя, папа. Лука! Вейн! Ага, блядь. Сука. Это БМ? Поразительно. Вызываю командора Айзенберга. Я нашел кое-что, что Все, может вас ну, по-моему, заинтересовать. нет. Бля, они нашу базу разъебали. Рик! Рик! А его звали Рик. А кто это же девушка, я до сих пор не помню. Вейн! 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 А, Лука, вспомнил. Надо их остановить. Это наш пати. Должен остановить проект Фронтир любой ценой. Вейн, сражайся дальше. Ты должен остановить проект. Это связано с тем, что ты ценишь больше всего. Блять, батя. Ты чё так? А чё Вейн в этот момент делал? Он вообще просто, блядь, парализованный лежал или чё вообще? Год спустя. Чё он лежал и смотрел, как батя Чтобы умирает? довести проект Фронтир до завершения, Навик ужесточает борьбу со всем, что способно ему помешать. Лол, что? Предпринимаются Год новые прошел? поощренные меры для уничтожения Ебать! акридов и снежных пиратов. Тем временем Вейн с Лукой оказались вдали от Рика и своей базы. У Пиздец. них нет иного выхода, кроме как начать партизанскую войну. Ебал дремал.
Год прошел, чё за нахуй? Прямиком на базу Вы багровых чем пиратов. год занимались Ты вообще? готов? Не думаю, что там на базе нас ждет что-то необычное. Чем они целый год Что я занимались? смогу сделать? Окей. Просто еблись и Встретимся все. на базе. Ладно. Я реально не понимаю, в чем прикол. Пиздец какой-то. Навык уже в пути, вам предстоит их одолеть. Сражайтесь со солдатами на марше и пробейтесь к цель назначения. Тыл пиратской багровой крепости. По донесениям, вокруг крепости находятся пираты-дезертиры, вероятно, навык охотятся за ними, поэтому вам необходимо добраться до них первыми. Это начало игры, нихуя нет, я уже давно играю. Ну то есть я уже 5 часов ебашу. Мне такая пизда, вот просто не описать словами нахуй. Ага, да? Окей. Не-не-не-не-не-не. Бля, все. Патронов нет, оружия нет. Я в глубокой жопе. Motherfucker. Motherfucker. Да, блять, я жить хочу. No, fuck. Тихо, тихо. Пиздец. Это бред, это как жить-то нахуй. Не убивай! Не убивай! Ебал, он дремал нахуй, пиздец.
Гоу, 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 Power Ranger, блять, поставь этот дурак на место, блять, садись туда. На, сука, на, сука, на, сука. Ебать, я из такой жопы вырвался, прикиньте, да? Вначале только пешочком ходил, а теперь я просто батя на этой арене, нахуй. Потому что, блядь, превозмог тебя. Бля, это дерьмо сейчас взорвется. Пиздец. Ладно, я возьму энергию. Найс. Давай, взрывай меня полностью, нахуй. Мне похуй. What the fuck? Живи, 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 живи. Да, видел, ага. Что им такая пизда, что просто охуеть можно. Ситуация, нахуй. Fuck. Лимба, спасибо за подписку на ютубе. Большое спасибо, Джей. Кайф. Блин, вообще балдеж. Спасибо большое. Ебать, это чё? Это что? Это склад? Вы гляньте, что там в этом складе, ну серьезно. Там столько добра, что вообще... Так, все, побежали. Это надо брать, это по-любому надо брать. Все, побежали, побежали. Так. Выглядит так, как будто бы это
Last Boss Fight не ожидаешь в конце, типа того, знаешь? Как будто бы что-то сложное впереди. Как будто бы уже должен кто-то спеть песню, типа из разряда «Это все, что останется». Вот в этом ради, ну, типа плана, да? Включение. Пилот покинул. Топ. Включение. Ну, вместо этого пулемета роторного, наверное, я возьму гранатомет. Ремейк? Нет, кстати. Но хочу. Не, реально, 7-я финалка, ну, это такая вот прям игра. Каждый прям, так скажем. Каждый, кто вообще, ну, любит типа JRPG и там прочее, но 7-ю финалку знать должен. Это прям, ну, бля, база, нахуй, как так сказать. Знать обязан. Не будешь знать финалку 7-ю, но, блядь, позер хуля. Это даже, блядь, ну, не обсуждается. Какой-нибудь чел такой, типа, спросит, блядь, а что такое финалка, нахуй, вообще? Все, блядь, просто в бан, нахуй. Недавно скачал, вот думаю, ошибся ли я. В каком плане ошибся? Ну в чем ты ошибиться-то мог, ну я просто не понимаю. Ну типа нравится, не понравится, вот это очень необычно, что ли, тем более нет, ну уже туда не играл ранее. А, у тебя прям такая тема происходит. Ну тогда... Тут, короче, в чем прикол? Именно вот 7-й финалки насчет ремейка. Насколько я знаю, они прям ее сделали именно... Не то чтобы вот именно для фанатов, но как будто бы так. Вот честно сказать. Вот как будто бы так, но могу и ошибаться. Но как бы то ни было, она играется, видимо, хорошо. Ну, короче, надо поиграть в 7-ю финалку определенно. Я тогда хоть какое-то, ну, точное мнение буду иметь по данной игре. А так, ну, я не могу ничего сказать. Только лишь то, что она, блядь, по 7-й финалке, и это уже делает ее очень интересной. Ну, прям.
Сразу же. Ты в порядке? Да. Это великолепно. Нам А Нер точно Автомата пригодится. можешь считать за JRPG? О, нет. Больше нет, никаких палаток. Блять, я пропустил, сука. Почему так легко пропускается скат-сцена? Нер Автомата это больше, ну не знаю, слэшер или что-то такое. Включение инициализации. Но называть ее JRPG это, ну, некорректно просто. JRPG это конкретно, знаешь, какого рода игры, вот чтобы ты понимал. Они зачастую вот именно RPG жанра, где какое-то приключение происходит. Типа главный герой там собирает пати людей, там вся херня, куда-то движется и к чему-то идет. И, соответственно, зачастую бывает так, что JRPG, оно про именно пошаговые бои, где ты вот такой идешь по какому-то, скажем, мировой карте, и вдруг на тебя кто-то нападает, и ты должен действовать, смотря от ситуации, там, не знаю, нападать, убегать или еще что. Вот. А Нер Автомата это больше сюжетный экшен. Реально. Это просто экшен. Причем, не сказать, что обычный, он весьма любопытный. Потому что совмещает в себе очень много всяких разных таких моментов. Например, как это в начале происходит и так далее. Ну там геймдизайнер весьма любопытный человек. Элемент пошаговости. Ну просто это, ну... Оно просто вот так вот. Просто у истоков этого жанра, у JRPG, стояли такие игры, как Breath of the Wild, там Mana Chronicles, вот это тут именно Финалки, конечно же, куда без них. И как-то исходя от всего из этого, но
они все были вот пошаговые. И чтобы не вы, ну, просто чтобы не отходить от этого, ну, жанра, разработчики просто берут и, ну, используют ту же концепцию устоявшегося вот этого вот, ну, момент, то что должна присутствовать какая-то пошаговость, прям какой-то ангоинг. Это прям, это прям играть как, ну, это играть в аниме, грубо говоря, прям. Вот ни много ни мало, но по факту это так и есть. Ты играешь тупо в аниме. У тебя есть какие-то определенные герои, там каждое приключение чуть ли не как отдельная серия. И все это прям так прикольно, что ты, ну, я не знаю. Что ты ненароком задашься вопросом, типа, а какого хрена это, блядь, не популярно, типа? А в том, что, типа, ну, слишком специфично. Реально. Не слишком, но это не массовый продукт. К сожалению. Народ такого зачастую не понимает. Начинаю врубаться за... Ну так, типа... Это я в очень грубом смысле сказал вообще, что она из себя представляет эта игра. Ну, именно жанр вот этого JRPG. Но... Чувствуется, что у японцев, ну, идея при создании этого жанра стояла такая, то, что они хотят создать именно... игровое аниме, так скажем. Как бы это грубо не звучало. Они хотели, чтобы, ну, типа, люди такие ощутились на себе от приключений каких-то определенных героев. Именно вот в формате того, как это, ну, иногда подается в мангах, анимешках и там прочее и так далее. И это довольно-таки прикольно на самом деле. Зачастую это удается. Ну, по крайней мере, в тех играх, в которых я играл, это им удавалось. Там такие прикольные проекты есть. Просто приколдес. Реально. Интерактивное аниме. Ну, не думаю, как... В том смысле, что это прям как, ну, не знаю, визуальная новелла и там прочее. Просто если вспоминать такую игру, как, например, Breath of the Wild. А нет, Breath of the Fire. Breath of the Wild другое совершенно. Breath of the Fire, Дыхание огня, есть такая франшиза в этой игре, точнее в этом жанре. Она про дракончика. Ты играешь за дракона. Но прикол его в том, что он иногда может превращаться... Ебать, у меня пушки. Человека. И в определенной какой-то части там был такой момент прикольный, сюжетный, то что шахтеры, просто люди обычные, ебашили, работали, и в определенный момент они находят окаменелости, внутри которых есть яйца. И в этом яйце ты находишься. Они его повреждают, ты вылупляешься. И просто в рейдже ебаном убиваешь всех этих людей. Причем это подается таким образом, что ты сам управляешь этим дракончиком. Вот именно в пошаговой теме вот это вот. Ты просто идешь и ебашишь всех этих людей маленьким дракончиком. Убиваешь, выходишь наружу. И там еще дальше как-то там двигаешься, и потом успокаиваешься, и превращаешься в мальчика маленького. Потом какие-то там, типа, блять, эти нахуй люди
с какой-то деревни, типа, ой, какой маленький миленький мальчик, забирает тебя, блядь, к тебе, и такие, типа, мы позаботимся о тебе. И потом ты вырастаешь, типа, нормисом, типа, таким воином, вся хуйня, и дальше двигаешься по этой теме своей, ну, чё там вообще. И такая вот, типа, прям, ну, история у тебя получается прикольная. Ну, вообще, ну, как в пример, я вот именно вот это вот рассказываю, как это было «Дыхание огня», Breath of the Fire, или типа того, там, короче, прикольная игра довольно. Я точно не могу, скорее всего, ошибаюсь название, но вот как-то она так называлась. И это прикольно. Это было жестко довольно-таки. Просто шахтеры работали, а ты дракончиком там, типа, такой выходишь и ебашишь всех. Старая игра, начало 2000-х. О, да. Сейчас я попробую даже найти его, давай. Breath of the Fire, или типа того. Breath of Fire, просто Breath of Fire. По-моему, третья, если не ошибаюсь. Breath of Fire. Третья. Dragon Quarter. Не-не-не-не-не. Вот именно ту, которую я рассказываю. Она, по-моему, то ли третья, то ли четвертая. Там где-то вот в шахте просто ёпта бегаешь, как мразь. Вот четвертую я, кстати, проходил. Четвертую я проходил. Она офигенная. Она чертовски хорошая. Реально крутое приключение, я помню. Вот именно прям такие положительные эмоции по этой игре помню. Вообще, годная игра. Так. Вторая, что ли? Не, это слишком старая. Вот именно третья, четвертая, вот что-то в этом роде. Ну, тогда уж третья. Это по любасу третья, короче, где там в шахте начинаешь. Ебашишь всех людей. И потом выбираешься. Конечно, могу, скорее всего, ошибаться, но это точно третья, либо четвертая. Третья, либо четвертая, потому что вот эти вот игры я играл. А четвертую прям проходил. Да. Breath of Fire, конечно, крутая. Так еще вот есть такая игра, как Гранди. Она тоже просто пушка в этом плане. В JRPG плане. Я вот эту вот игру... Блин, я не знаю, сколько раз я ее проходил. Честно сказать, скорее всего, раз 15, нахуй, наверное. Просто сама, ну, вот эта вот сюжетная тема и приключения, вот это вот все. Прям пиздец нравилось. Я, ну, просто те разы, когда я его проходил, это было, ну, когда... Ну, лет до 20 точно. Лет до 18 точно. Вот где-то вот раз за 3 в год там проходил, и вот по-любому. Короче, где-то от 14 до 18 и чуть далее, наверное, с такой продолжительностью. Вот где-то вот во всем этом промежутке я его, наверное, раз 15 прошел. Реально крутая игра. Прям охуенная. Тут именно пошаговая вот эта вот система, она такая очень хорошо сделанная. И что привлекает во всей вот этой вот теме в истории самой, ну тут прям типа вот главный герой, он такой, ну, прикольный, все дела. И он, ну, прям вот между этими двумя там. Ну, там прикольные ситуации есть. Всякие. Там нужно знать, что то, что в первых частях происходило, вообще похуй.
Я его сразу со второй части начал, и когда играл, и вообще не понимал, зачем нужна в первая часть. Скорее всего, в первой части, ну, была именно история о том, как, типа, бог света и бог тьмы, типа, поебались и разъебали планету практически, и все что-то в этом роде. Эти события, наверное, происходили в первой части. И это коротко рассказывают в начале игры во второй. Просто тебе говорят, что было противостояние между добром и злом. И ты просто, типа, чел, который, ну, выполняет какую-то, ну, работу наемника. И это, ну, реально прикольно. Что от меня хотят вообще в этой миссии? Спасибо за наводку, буду знать теперь. Может летом надо еще ебнуть что-нибудь подобное в старом компьютере. Да. Это прям будет самое оно. Реально забалдей. Вот в Грандию вторую или Breath of the Fire. Скорее всего, тебе понравится Breath of the Fire. Вот именно та часть шахты. И самое прикольное в этих вот играх в том, что, ну, в них нет такой темы, как, ну, что ты должен что-то понимать в предыдущих частях, что происходило. Просто то, что объединяет вот эти вот игры, да, как правило, то, что у них какая-то, ну, общая тематика есть. Вот именно в плане... Вот что объединяет финалки, да, там что объединяет... там, скажем, вот эти вот Breath of the Fire. Breath of the Fire объединяет в том, что там главный герой либо является драконом, либо он, ну, сам дракон. Что-то в этом роде. А что объединяет вот в этом Final Fantasy, то, что, ну, там зачастую просто история про сражение добра и зла, и про пати и друзей, которые, ну... Она такая больше сильно нейтральная в этом плане. У нее какой-то такой прям... Нет привязки какой-то к какому-то конкретному жанру, знаешь.
Поебать. Замечен еще один посторонний. Мы не должны его пропустить. Да вы шо. Ебать. Да, они реально меня намерены не пропускать, знаете. А я уже думал, шутят. Так, разъебочная. А в чем смысл вашего оружия? Вообще не понимаю. Поздно, да? Помню, геймдизайн начинал изучать когда-то, как оно там. А так, стоит на месте. Я же ленивый пиздец. Эпа. Ну, а так вообще доступ к этой теме у меня есть, поэтому в любой момент могу продолжить его изучение, поэтому... Не стоит списывать меня со счетов, так сказать. Бля, ёбаный урод. С таким-то опытом могло бы реально получиться что-то годное. Это да. Но печально, что этого никто не понимает. Ну, в плане... Я много раз подавал свою заявочку фантастик, но слава богу, скорее всего, что его не приняли. Иначе был бы среди тех, кто в итоге запятнал себя вот этим The Day Before. Ну ладно. Еще играешь? Да.
А, фак. Гэндонский душитель. Пиздец. Найс. Ну прям всех убил. Один остался. Да, хорошо, что туда не попал. На меня чуваки, которые там работали, обговаривали идти к ним. Наводить порядок на Exit. Пойду тоже вечерний киберпанк. В целом геймдев в России сейчас будто в жопе полной. Ну, просто беда в том, что я думаю, ну, как-то работает, да? Ныне. То, что, к сожалению, сейчас идет такая тема в кадрах, то, что набирают больше именно продаванов, нежели чем действительно опытных людей в этом плане. То есть действительно опытные люди вот в этой сфере, именно как игроки, которые хотят создать хорошую игру. Таких, ну, блин, по сути, как будто бы и нет, что ли. Или их очень мало. Или они, знаешь, вот эти вот те, о которых я говорю, они больше, ну, если им и удается делать хорошие игры, то они, скорее всего, ну, просто изучают тему. Типа, ну, что там хорошо, что плохо. Просто набирают в гугле там, какие игры хорошие, какие игры плохие. И дай бог у них что-то получится, но зачастую, конечно, это все превращается в какой-то, ну, пиздец. Ну, такое тоже есть. Ну да, ну я просто, это мое личное мнение того, как, ну, возможно, все устроено. И, скорее всего, это так и есть. Просто все инвесторы, вот эти вот, ну, им же главное получить прибыль того или иного проекта. И им совершенно будет насрать на то, ну, о чем будет проект там, какой будет продукт. И, соответственно, отсюда и как бы, ну, все беды и идут. То есть безидейные какие-то проекты выходят и совершенно никому не интересны и так далее. И братья Готовцевы по факту, ну, такие люди и есть. Они, ну, по сути, никогда игры-то не создавали, скорее всего. По факту все игры создавали вот и их команда, а сами Готовцы вот эти вот, ну, просто на лаврах своей команды и как-то обогащались и все их заслуги к себе, ну, причисляли, не более того. Считали себя, ну, действительно крутыми геймдизайнерами, там прочее, но по факту они были, ну, тупо реально никем. Лишь просто какими-то нормисами, которые играют зачастую там какие-нибудь 3 в ряд или поиск предметов, так сказать. Ну, максимум там Counter-Strike они любят поиграть. Я вот прям уверен, они вот из такого ряда, типа, знаешь, игроки. Ну просто это само вот это вот, знаешь, то, как они распределились своими ресурсами, вот эти вот братья Готовцевы, это и пугает.
то, как они распределились, ну, своим, по сути, богатством. Они такие просто взяли и, блядь, давай нахуй, захуячим, блядь, игру, блин, про город Нью-Йорк, survival, там, вся хуйня. Ладно, survival, они бывают, типа, ну, реально хорошими. Ну, типа, я допускаю просто те моменты, что, ну, у этого тоже есть, типа, своя вот эта аудитория, игроки, но я просто сам не любитель данного жанра. Но, тем не менее, они могли и это хорошо сделать, но по факту взяли и обосрались. Настолько, что оно просто, ну, пером не описать просто. И при этом, знаешь, еще что самое худшее? Потянули, блядь, всю республику Саха за собой. Просто нацию Саха за собой потянули. Блядь, просто якутский Игропром сейчас считается настолько, типа, ну, чушью полнейшей, что, ну, не знаю. Блядь, меня просто вот в обзорах под комментариями уже просто пишут люди какие-то, типа, честные обзоры, ага, просто третий братец Готовцевых, нахуй, типа, или что-то в этом роде пишут. Пиздец полный, что нахуй. Не, ну, конечно, обижаться или, ну, как-то, ну, реагировать на подобные комментарии просто тупых людей, конечно, не стоит, но просто сам понимаешь, то, что... Что ты здесь делаешь? Я не обязан это все-таки Боюсь, придется. отчасти мнение, которое крутится среди большинства людей, так сказать. И это пиздец как печально. И ответь на вопрос. Они настолько насрали, что охуеть можно. Что ты тут вынюхиваешь? Они причем так кошмарили своих разработчиков. Те, кто были против, те, кто как-то, ну, высказывали какие-то свои там. Хуя. Окей, тут у нас файт. А, все, он закончился только что. И мобила выпала у него. Ты в порядке? Просто царапина. Давненько не виделись. Да, это Рада очень нашей хуёво. встрече. Скажи Рику, пусть проверит. Может, найдем Но что-то также, полезное. что радует, то, что майтоновцы в то же время вот эту тему всю утрясли, тоже, вот, как бы, понимаешь, наши ребята, тоже Сахалар, взяли и такие, типа, блядь, возвращаем бабки нахуй. Это не фантастики, такую хуйню провернули, то, что возвращают деньги, а майтоновцы. Это пиздец полный. То есть, если бы не Майтона, то они бы еще и бабки при себе оставили бы. И причем самое ебаное то, что... Что готово? По-моему, в фантастике закрылись, Класс. но И что братья там сказано? Готовцевы, они, кажется, вот всю свою деятельность не прикрыли. Они просто вернулись к старому названию своей компании. Уничтожить акридов, которые досаждают людям. Существовала же раньше у них игра Wild 8. И у них как-то вот компания называлась там Wild... Что-то там... А нет, что-то 8, что-то это, короче... Что? Сейчас глянем. Надо Steam посмотреть. А нет, даже не Steam, а давай вот сюда. Wild 8. The Wild 8. 8 Points, короче. 8 Points. Вот, короче, эта компания, по-моему, до сих пор существует. То есть... Фантастики-то закрылись, окей, они просто закрыли на свое название. Но 8 Points, кажется, существует до сих пор. То есть это... Они юридически не закрылись. А, бля, смотри. Что это происходит? Что это? Kickstarter? Что? Kickstarter? Вот 8 Points. А, они кикстартером собирали бабки на Дикую Восьмерку.
Не, это да. Вот Дикая Восьмерка была окей, но просто понимаешь, что тогда, скорее всего, Готовцевы не были такими супер уёбками. Но они стали ими, когда занимались The Day Before, и пиздец они народ кошмарили свой. Типа, ну ты видел, наверное, да? Это... Вот, разработчики The Day Before сменили название на 8 Points. Кто эти люди, неизвестно. Майтона молчит, директор Фантастик удалился из социальных сетей. И вот ради этого стоило год воевать за торговую марку. Ха-ха. Смешно. Ну, пиздец, конечно, это пиздец. Бля, лучше бы мне Майтонусу дали денег, я бы им сбацал шедевром. Ну, это да. Ну, таких вот нас, конечно же, много, я считаю, которые скажут, что, ну... Да дайте мне только, блин, я такое сделаю. Это... Ну, короче... Я вот, знаешь, что думаю, как оно вот происходило? Просто рабочие моменты вот в этом моменте, ну, во всем этом, да, как оно все происходит. Скорее всего, просто вот идет разговор, да. Скажем, я главный геймдизайнер, то есть ведущий геймдизайнер проекта, я такой говорю, эта игра будет такой-то, такой-то, и в ней будет такая-то тема. И я такой просто говорю, то, что вот эти вот ребята занимаются этим, вот эти вот ребята занимаются этим. Подготовьте концепт-арты, там вообще какие будут персонажи, там прочее. Я им описываю всю херню и там прочее. Но тут кто-то встает за лупу и говорит то, что это невозможно. Типа там, скажем, какая-то игровая механика, скажем, по типу... Я дал задачу сделать город, скажем, выдуманный, ну, точнее, ну, скажем, город Якутск, но под другим названием из-за того, что он, типа, ну, из каких-то событий стал другим, там, скажем, да, просто разрушенный, там, что-то. И, в общем, чел станет за лупу и скажет, что невозможно сделать механику холода в мультиплеерной игре и там прочее и так далее. И я просто вот с ним начну вести диалог вот в этом плане. И тут уже идет такая тема, то что вот ты не хочешь делать эту хуйню только лишь потому, что это сложно, и ты, блядь, не сдюжишь. Или просто ты вот, блядь, типа, ну, как его сказать? Или что? Ну, просто приведи мне конкретные примеры, почему это не будет работать, в чем будет проблема и так далее. Тут просто идет, типа, диалог о том, переубедит меня он отменить эту идею или нет, типа. И тут, короче, именно вот во всей этой теме, вот The Day Before, как происходило, насколько я понимаю, они спорили сами с собой, эти братья-готовцы. Не то, чтобы они между собой, а именно сами с собой. В том плане, что они такие, типа, бля, а знаешь, типа, сейчас популярны игры на Unreal Engine 5, давай с 4 Unreal Engine просто перекинемся на 5. Да похуй, что игра уже почти готова. Давай с нуля все сделаем. Но зато как красиво это будет. Бля, сука, они делают всю эту хуйню. Опять же, все с нуля. Типа все заебаны и там прочее. И потом эти уебаны такие. Бля, слушай, я недавно
The Last of Us прошел, братишка. Знаешь что? А было бы прикольно, прикинь, ты Элли, я Эбби. И мы вместе бегаем, выживаем просто, блядь. И долбоебы просто выходят перед всей командой и говорят, у нас будет ММО, нахуй. Вместо одиночного, типа, ну, одиночной игры. И все в ахуе полном, типа, бля, ебал, дремал, что это все переделывать нам получается? И потом эти долбоебы такие, о, бля, времени так мало остается, да, ну чё поделать, давай, короче, просто поебать и сделаем один лагерь в Вудбери, и все это будет происходить в городе Нью-Форчун. Ну, типа, знаешь, Нью-Йорк, понял, да. Мы, типа, помнишь, показывали нашу игру в Таймс-сквере. Бля, типа, отсылочка, типа, понял, да, мы, типа, там показывались. И, бля, сука, просто ебало, короче, вот, всей команды разработки представил, что они вот тогда просто, как они на них смотрели. Типа, люди, наверное, тогда, типа, возразили, блядь, серьезно, типа, опять Нью-Йорк, типа, ну, серьезно, блядь, может, что-нибудь сделаем другое? А они такие, уволен, нахуй, пошел вон, блядь. Знаешь, не, ты такой умный, знаешь что, умный, ты теперь руководитель, блядь, по левел дизайну, вот ты кто теперь, знаешь, понял? Через неделю предоставь нам готовый уровень этого вот всего, что ты сказал, короче. Не справишься, пошел нахуй. И типа вот так вот они их кошмарят, ебашут, блядь. Конечно, за неделю никто ничего не успевает и так далее. И, блядь, вот готовцы они такие. Насколько я помню, блядь, они вот так вот делали прям, ну, не то чтобы, ну, из открытых источников, и как вообще говорили вот именно бывшие сотрудники вот Фантастика, это пиздец. Они вот так вот именно и руководили, блядь. Они так заебывали всех вот просто с какими-то своими тупыми, блядь, конченными нахуй, блядь, идеями, которые вот просто прилетали им с нихуя. Типа, знаешь, просто вечерком они, бля, поиграли Last of Us или какую-то хуйню, и потом на следующий день они просто говорят всей команде, блядь, делайте так, потому что, блядь, мы хотим так, и все. Примадонны ебаные, блядь. Тупые твари, пиздец. Не, просто прикиньте, блядь, лица людей, которые там, блядь, просто ночуя, блядь, работали, нахуй. Просто, блядь, представьте, нахуй. Я бы охуел реально там работать. Сука, это такой бред полный. У этих придурков готовцевых типа нет какого-то конечного видения продукта. Они просто как будто бы, знаешь, вот из того, что они вот... И это, скорее всего, правда просто. То, что они в жанр как бы изначально просто взяли и придумали. И дальше уже на ходу придумали. Типа такие... Место события, но, бля, ну... Короче, сейчас главное, ребята, сделайте механики, там, стрельба, там, хуйня, там, туда-сюда, короче. А потом я вам дам ответ, короче, знаете. Ну, у нас же еще целых 5 лет разработки впереди, да, ребят? Все будет нормально. Проходит 4 года, они такие... Бля, до сих пор нихуя не придумал. Ну, там ребята вроде сделали прыжки, стрельбу. И там, короче, этот второй его брат такой: слушай, помнишь, мы вчера смотрели Человек-паука с Тоби Магуайром? И он такой: ну так помнишь, там ты сказал прикольный город Нью-Йорк? О, бля, в натуре прикольный город Нью-Йорк. Да, город Нью-Йорк сделаем, блядь. И все, нахуй. Как будто бы так это, бля, происходило. Пиздец полный, блядь. Какой-то нахуй. Блядь, я уже, ну просто, блядь, какой-то, ну просто любой адекватный человек изначально бы уже просто взял и подстроил всю концепцию игры.
и какие-то, ну, контент-моменты, блядь, они бы взяли и просто, ну, добавляли бы уже законченный проект. Ну, в плане каких-то сайд-квестов, там, каких-то предметов, там, и прочее, да, вот это вот, просто по адеквату, блядь, действовали бы. Ну, просто ты берешь, создаешь место, ты берешь, создаешь, не знаю, ну, концепцию, вот, конфликта вот всего этого места, что там вообще и так далее. Ты создаешь там, ну, какие-то, ну, скажем, ну, предметы, привязка ко времени, там, где это происходит, какого вооружения, какое снаряжение, там, вообще, какие вообще вот NPC понять и так далее. А эти, блядь, долбоебы тупые нахуй взяли, блядь, типа дача, блядь, в Вудбери. Чел появляется, нахуй, только вот появился, и ему дачу выдают, блядь. Сука, блядь, пиздец, нахуй. Не, реально, просто это какие неадекватные они, ну, готовцы, это просто вот дача. Дача, нахуй, блядь, типа в зомби-апокалипсисе. Вот с этого я больше всего охуел. Я просто... Как это можно было выстроить, типа, просто, ну, будучи, ну, просто человеком, блядь, а не нейросетью. Нейросеть-то, ладно, она бы такая сказала бы. Аканунг активировал награду за 1500. Боже, ну как не ругаться-то, ну просто... Ладно, вот нейросеть бы она, да, такую, типа, тему вытащила, потому что она взяла бы какие-то общую информацию о людях и просто, типа, прибегла бы к тому, что, типа, ну, не знаю, очень натянуто, конечно, такая бы сказала, у обычного человека там где-то есть, типа, дача по-любому, блин. Ну это просто бред какой-то, ну как? Просто, это же два человека, братья. Это не один шизофреник, который думает, что у него есть воображаемый брат. Это два отдельных человека, которые мыслят, наверное, ну как-то. Как они подумали, что дача, ну, просто впишется в концепцию зомби-апокалипсиса. Они, ну, я не понимаю. Для меня это вот самая большая загадка. Меня даже не волнует, типа, в каком состоянии игра вышла и там прочее практически, да? Она мне даже в какой-то мере в первый день понравилась, потому что, ну, я, ну, рофлил и угорал там с Артеном, который мне подарил эту игру. Но вот просто само наличие дачи, это как, типа, сидящий в углу вот в комнате неадекватный человек, который все время, типа, ну, издает какие-то странные звуки, знаешь, он просто тебя все время беспокоит, что-то в этом роде. Я просто охерел, просто я не знаю. Что вкратце с Day Before, откуда столько хейта? В то, что они прям реально, ну, для большинства людей опозорили просто народ Саха, весь народ Якутии, именно в плане вот честности, именно в плане игропрома и так далее, типа, понимаешь, сейчас вот, ну, народ, толпа, существо тупое, оно просто берет и такое, типа, обосрались, ну, якуты не умеют делать тигры, и все, блин. И все, вот просто устоялась типа такая тема на данный момент пока что. Мне даже вот под обзорами в Ютубе пишут такую срань по типу то, что я третий братец готовцев и начал пилить какие-то, блин, обзоры по играм, типа лол. Это бред полный просто. Ну я просто реально в ахере со всей этой ситуации с Day Before. Просто эти козлы два, они такую херню высрали, просто реально, я просто, ну, в шоке полном. Это просто бред, это такой бред, просто реально. Я реально настолько не понимаю, как это случилось. Настолько не понимаю, как вообще так получилось, что это вышло на свет. Нет, Day Before они решили слить почему почти сразу, просто решили бабло инвесторов попилить, вот и все, это моя гипотеза.
Ну, вообще, наверное, да, но просто это же давно разработка этой игры шла. Ну, прикол-то в том, что они как реально тупые студенты начали шевелиться лишь только перед сдачей экзамена, по факту. Они все время просто занимались полной фул херней и под конец только начали шевелиться. То есть изначально они просто такие типа да, я вот типа, так сказать, грубо говоря, вот есть я, существую, вот смотрите, у меня трейлер геймплейный. Смотрите, я вот езжу на машинке по грязи. Вот смотрите. О, по Таймс-скверу показываюсь. Вот смотрите, какой я красивый. И все, блин. И потом они такие, типа, охереть. А я ведь реально должен существовать. Я должен выйти. Пипец. А как? А как какать? Ну что ж, давайте я просто из готовых ассетов сделаюсь и погнали, let's go. И все. Минимум какой-то работы сделали. Там каких-то персонажей создали. Город просто взяли и тю-тю-тю-тю-тю закидали вот с помощью готовых каких-то штук поставили. Понимаете, что там даже вот все эти вот предметы, которые там существуют, они, ну, не имеют какой-то физической, так сказать, ну, физического свойства нет у них. Там все вот просто декорация. Все, что есть в этом городе, это тупо декорация. Ничто не разбивается, ничто не ломается. Ты, ну, просто, даже когда ездишь на машине, там не сможешь сбить там какую-то, ну, мусорные пакеты и так далее. Там все просто твердым камнем сидит, просто вот, ну, слитая со всей этой херней вокруг, типа с этими зданиями, небоскребами и тому прочее. Там ноль какой-то, ну, творческой работы практически. Все статично, да, там нет никакой такой штуки, совершенно нету. Единственное, что они создали, действительно, это, наверное, Чороны, там, Вудбери как-то там что-то делали, старались. Вот этих вот персонажей 5 штук еле как выстроили, причем совершенно просто... Это вот реально надо было постараться сделать настолько мертвых персонажей. Это прям, ну прям серьезно надо было постараться. Разве что только доктор Леонард выглядел интересно. Потому что он такой, да, там Чоран есть у дерева. Посмотришь мое видео там на ютубе по The Day Before, увидишь. Ну и в общем... Скажу так, что, ну, я вот реально не понимаю. Они то ли были пьяные, то ли все время находились под наркотическим каким-то угаром или еще что. Ну, просто высрать тот продукт, который они высрали в конечном итоге, это просто, ну, не понимаю. Просто не понимаю. С учетом того, что, знаешь, вот как это все, ну, подавалось в общественность, какие ожидания были у игры этой и так далее, они должны были понимать, что проект серьезный и люди многого ждут от этого. В особенности именно, ну, люди из вот, Якутска, вот свои, наши ребята типа ждут многого от всего этого. Они, конечно, могли встать в легкую позу и сказать: я никому ничего не должен и идите нахер, типа. Но, сука, блин. Уж извини меня. Ты называлась, прям так скажем, типа, якутской игрой, там, главным чуть ли не проектом, там, убийцей DayZ, вся херня, то, сука, ну хотя бы немного постарайся соответствовать сказанному, блин. Хоть, сука, немного. Но нет же, они даже не постарались, блин,
соответствовать этим словам. Они просто высрали какой-то, блин, билд, который когда-то сделали, и все. Это очень херово. Это очень печально. Меня это все реально безумно печалит, как я только вспоминаю про эту игру и просто стараюсь вообразить именно ту тему, ну, как они могли, так сделать. Ну, я сразу понял, что шляпный фред чисто скам. Я это тоже допускал, да, я понимал. Но, тем не менее, чисто, знаешь, такая вот вера какая-то все равно была. Хотелось верить, черт побери, что что-то будет хорошее, ну, или нормальное, среднее, знаешь. Но не то, что они... Блин, я не понимаю. То, что они высрали, это был, конечно, просто лучший сценарий, типа, событий, который вообще мог произойти. Блин, ну что ты делаешь? Вот знаешь, как будто бы братья Готовство поспорили с братьями Ушницкими, что они смогут сделать игру намного хуже, чем они когда-то. Вот просто если вспомнить наличие в мире Волана Батура, то да, они прям в этом споре победили точно. Они прям, ёпты, это прям они сделали. Играл Daydream Forgotten Sorrow, тоже от якутских разрабов. Нет. Нет. Ничего себе, это что за игра? Синхронизация завершена. Я знаю, что Септах теперь должен выйти. Это хоррор якутский. Ебать, что? Якутская игра? Daydream Forgotten Sorrow? What the hell? Daydream. Мечта наяву, забытая печаль. Маленький грифон, оказавшийся в ловушке неизвестным. Опачки. 3 человека. Демо-версия доступна в Steam уже сейчас. Все отзывы приветствуют наш контакт. Daydream — приключенческая игра головоломка по платформе. Пройдите испытания в фэнтезийном мире, управляя героем и плюшевой мишкой. О, окей. Эту студию, как я понял, основал мой однокурсник. Он раньше в Майтоне работал, еще в самом начале. Выглядит неплохо, кстати. Ну да, пока все окей, да. Так.
Им надо анимацию доработать. Очень топорно выглядит как движение. Рэгдолла как будто бы нету персонажей. А так, конечно, выглядит прикольно. Ну, это своего рода Little Nightmares, как, да? Окей. Ладно, я понял. Ага. Ну вот, кстати, это очень странно выглядело сейчас. Рэгдолла. Им надо рэгдолл физику привязать к героям. Как будто бы, ну, этого нет. Если вспоминать типа Little Nightmares, то надо изучить эту тему. В том плане, что я понимаю, что они хотят сделать Little Nightmares, но другую. Тогда им надо саму эту игру изучить максимально, Little Nightmares. Они нашли вот нужный угол камеры и тому прочее, но именно поведение типа в плане физики, там, окружения и главных героев, там, персонажей действующих. Вот это вот надо им сделать как-то. Да, так, конечно, все прикольно, но именно вот это прям бросается в глаза и прям портит ощущение. Сейчас мишка полетит. Ну, вроде нормальное тело, но приземление такое. Silver Chains они еще сделали. Silver Chains. Приключенческая игра Daydream Sympathy. Да, подожди. Bolt. Silver Chains. А, да ладно. Не, выглядит сочно. Сасно. Выглядит сасно. Но насколько она короткая, интересно. Николай Бэйш. Daydream. Да и... Ну, аниматор, да, но... Скорее всего, чел, который разбирается во всей этой теме, как... Ну, чтобы привязать физику, рэгдолл и там прочее. Персонажей. Вот этого не хватает. Возможно, даже сильно анимация не понадобится. Возможно, и рэгдолл все поправят. Ага. Блин, патронов кончились.
Ну да, вот именно вот эта вот тема с физикой нужна, технология. Вот подобная анимация, которая есть вот в этой игре, в Daydream, да, которую я сейчас вот видел, это было бы окей, если бы смотрелось на какой-нибудь, там, не знаю, ну, в каком-нибудь Симсе или типа того, там, в каком-то таком, типа, тайкуне, в котором, типа, человечки ходят, что-то делают, а ты делаешь там город или там что-то в этом роде. Ну, или в стратегии какой-нибудь, грубо говоря. Знаешь, они брали бы этого мишку и подкидывали его. Но вместо этого мишки, например, был бы там, не знаю, дрова там какие-нибудь. Они брали бы и подкидывали дрова там в печку или типа того. Хотя такие полыхали бы раз. Прикольненько. Это было бы, да, мило. Эх. Блин, насколько много якутских разработчиков-то, если так подумать. Я вот об этом даже не знал. Я просто еще в курсе, что существует какая-то еще такая студия, которая делает, по-моему, рогалик. Но я точно не помню, как он назывался. Но он прикольный вроде. Лазер вулкан, хуя. Я как-то пытался заанимировать небольшим механизмом, это было реально сложно, но то есть базово сделать изи, а вот сложно именно в нюансах, я понимаю, наверное, Синхронизация завершена. вот знаешь, что в этом во всем, конечно, вот херово, в том, что критиковать-то легко, но создавать-то трудно. Но тем не менее.
Бля. Куда он залез? Пилот покинул кокпит. Спасибо. Приятного аппетита. Ну, я скоро закончу. Нихуя ты мне насрал. Вот это я быстро с ним разобрался. На самом деле. Блять, он в лаву упал, что ли? Бля. О. Окей.
Включение. Инициализация. Пилот покинул кокпит. Синхронизация завершена. Включение. Инициализация. Что вообще происходит, блин, вообще не понимаю. Ты меня отпускаешь? Что все это значит? Сделка. Если ты проведешь нас в купол Бам! вулкана, тогда мы тебя освободим. И убивает Если ты его. не будешь выходить из трейлера. Вы хотите узнать дорогу к куполу вулкана? Да, но самую короткую. Ты же знаешь ее, верно? Договорились. Лука, проводи нашего нового друга в трейлер. Когда он успел стать гангстером вообще? Вейн? Мне надо поговорить с Бейзил. Иди. Ебать. Ладно. Увидимся позже. Команды раздают. Херня. Окей. Бейсел У меня разговор. есть вопрос. Какой? Это подарок моего отца. А кто твой отец? Гейл Холден. Да. Он был разработан одновременно с проектом «Фронтир». Гейл не доверял Невек, поэтому все проделал у них за спиной. Мы так в точности и не узнали, почему он утратил веру. Но мы с мужем оба доверяли Гейлу и согласились на операцию. Однако, в итоге мой муж и Гейл погибли, потому что Золотов ударил им в спину. Ты уверена, что это он их предал? Да. Золотов единственный знал, где расположен центр проекта «Фронтир». Уверена, Гейл тоже говорил об этом. Интересно. Может быть, сведения об Иване Золотове были очередной ложью Невек? Почему ты так думаешь? Просто догадка? Судя по всему, нам стоит еще немного в этом покопаться. Кажется, твой гармонизатор — это ключ к чему-то важному. Гармонизатор. Что? Не спорьте с судьбой, Корзинки. присоединяйтесь ко мне. Нифига себе. Спасибо за рейд. Привет, добро пожаловать на стрим. Здорово всем. Привет, привет. А у меня тут жара. Энди Борисенко, привет, здравствуй. Всех наступающим вас, рейдеры, здравствуйте, здравствуйте. Вот про эту игру мой батя говорил, ему она очень понравилась. Но она очень специфичная, братан, я просто в ахуе. Ну, в некоторых моментах это просто бред полный. Тут есть уровень с червями. Меня так любили эти черви, что я просто реально охерел в какой-то момент от этих червей. Засосалка. Здравствуй, с наступающим, привет. Здравствуй, здравствуй, спасибо за рейд еще раз корзинки. Что там?
Я не могу вспомнить название. А тут в нее играешь. Ну это же игры 2000-х, 2007, так все оно и ясно. Это да, так оно, да. Не, на это, конечно, я делаю большую скидку. Безумно большую скидку. И как бы... Не то чтобы прям, ну, я по КДХ, ну, назвал игру плохой и так далее. Не, ну просто тут есть интересные моменты, есть... Блин, твою-то мать. Спорные моменты. Билл Баббл, здорово. Гаси Жуков греет жопу, да. А че, я решил на геймпаде играть? Нет, ты что, в Москву? Чтоб я вот в шутеры на геймпаде играл. Я ж не конченый, ну. Умри! Блин, у меня энергии нету. А где меха? Ну вот валяется, но у меня, видишь, энергии нету. Билл Баббл, большое спасибо за фоллоу. Блин, сука, он сел в робота. Ну, походу. Она. А, тихо. Это заказ или сам решил пройти? Сам решил пройти, ну типа, ну, зимняя тематика, снежочек, там все дела, понимаешь? Я только подумал, блин. Ну в этом плане Love Planet, конечно, только вот прям снег. Это по-любому оно. Надо в него. А вы чем занимались, ребят? Чем занимались? Что делали? Блин, охереть, у него что с ногами? У меня вообще нет энергии. И как тебе побеждать, мразь? Гарри Поттер PS2 через эмулятор марафонить. 2 части уже прошел, сейчас 3-я. О, прикольно. Блин. Вот это вот реально сказочные стримы прям. Тут прям все озвучено, кстати. Критическая ситуация. О, жизнь. Ну все, потопали. Инициализация. Это максимальная сложность, да, это максимальная. Ты же знаешь, что я люблю подобных херней задрачивать свою жизнь сложными играми. Если они легкие, то я беру самые максимальные сложности, просто страдаю. Не знаю. Я уже по-другому не могу. С работы все норм? Не сказал бы. С работой такая себе тема происходит. Но пока непонятно. Там, возможно, все будет хорошо ближе к пятнице. Там, типа, ну, я должен буду сходить, по-моему, на
собеседование с директором, так сказать, предприятия, и тогда будет все ясно. Нахуй работать. Ну, блядь, такое себе. А ты в Россию вернулся? Да, да. Россия. Россия. Смотри, сейчас пойди. Ой, сорян, я что-то пустил. А давно? В октябре? В октябре? 18-16 где-то октября. Желаю удачи, надеюсь, все получится, я возьму на работу это. Да, я тоже на это надеюсь. Просто, ну, опять же, вот это вот ебаное чувство того, что нет стабильности, там прочее, такое себе. А что за работа? Я графический дизайнер. Кстати, ребят, можете мне что-нибудь заказывать бесплатно совершенно. Я вот уже давно вот творческие стримы веду, и все думают, что я, ну, как бы заказы принимаю платно, и поэтому никто мне ничего не заказывает. И это меня печалит. А я вот все хочу там что-нибудь такое поделать бесплатно. Нет стабильности в РФ или в ТАЯ? Ну, без работы где угодно нет стабильности. Вообще пиздец. Без работы кругом. Печаль, беда. В Таиланде все еще страшнее в том плане, что у тебя даже, ну, доход 50к вообще не спасает. Там все настолько дорого, что просто, ну, пиздец какой-то. Бля, куда он делся? Он просто испарился, исчез. Я в фокусе, что ли? Сколько опыта у тебя в этой сфере? Ну, 5 лет. Сильными минусами, ну, согласен, я к тебе тоже уволился и новую работу нашел. Пошел. Сильными минусами по сравнению с прошлым, но вариантов не было особо. А там, видимо, из-за курса дорого стало, и раньше все говорили, что ты дешево пипец. Ну да, там просто наплыв же, ну, туристов, так сказать, произошел. Совершенно в безумном количестве, и поэтому... И поэтому, да, как бы теперь там особо не разгуляешься в этом плане. Бля, еб твою мать. Что ты, сука, такое? Не, ну это был бред какой-то. Что-то у него много хп было. Я его подсобил в нашу контору, но у нас год назад какого-то выродка тупорылу поставили хедом отдела дизайна. Лол. Блин. Классно. Не, вообще прикольно, что ты, ну, что? Ты ню. Спасибо большое. А так, если что, знай. Я существую. Я только рад буду. Каким прикольным предложением в плане работы. Пока единственный вариант, который вот, ну, ответ от которого я жду, это
Бля, что происходит нахуй? Пиздец, я умираю, что ли? Откуда он взялся вообще, этот мудак? На, жри, блин. На, жри, бомбы, липучки, тварь. Сука, блин, ненавижу. О, нет. Так. Во-во-во-во-во. Так. А что такое графический дизайн, простыми словами, ну, без троллинга? Я понимаю, что, наверное, Photoshop, чтобы сайты красивые были. Не, графический дизайн это в общем и в целом, это все, что ты видишь на улице, так сказать. Это реально, то есть это графический дизайн. То, чем я занимаюсь, конкретно я, по крайней мере, какой у меня опыт, это наружная реклама, это вот вывески, там всякие разные вот слова там на стеклах, на фасадах магазинов и тому прочее, это вот все, вот, журналы, это графический дизайн, любая полиграфия, это графический дизайн, визитки, там все, короче, календари и так далее, это вот все моя тема. Логотипы, брендбуки, короче, все вот это вот мое. Давно делал дизайн, загибается в кранчах, а он не понимает толком никого. Не нанимает толком никого. Ну, может, он не супер мудак, может, стоит ему сказать. Двумя членами еще воюешь. Не, я эти два члена не уничтожил, но избежал. Они прям старались меня трахнуть. Но я сумел сохранить мою мужскую неприкосновенность. Ну, какой-то относительный. Я думаю, в UX UI был опыт. UX UI, ну, думаю, это будет несложно освоить. А так конкретно нет, скорее всего, сказать честно. Но тут все зависит от восприятия, так сказать. То есть UX UI это уже, можно сказать, тоже можно причислить к этому. Знаешь к чему? Нахуй вас. К журналам, там типа меню, там каких-нибудь там ресторанов. Тут же главное, типа, чтобы самую важную инфу сначала, типа, юзер, так сказать, подмечал, а потом уже все остальное, что ему нужно и так далее. Тут надо играть со вниманием. Пользователя.
Блин, да вы прикалываетесь, что ли? А если бы он, сука, не заговорил по радио, вы бы такие, типа, это просто, типа, наш чел бегает, да? Подождите, ребят. Лазер. Ауч. Лазер. На твою мать. Погоди. Суки. Ну я знаю, что там что-то фигми, бустрапом делают, но я не вникал никогда. Ну да, кстати, они частенько фигми пользуются. Очень часто фигми пользуются. Ну, вся эта тема как бы легко осваивается и на этом, в принципе, Короле. Ну, точнее, создается, я бы сказал. А фигма, она, больше, не знаю. Ну, для меня как-то это странно, очень дико, типа, когда ты весь твой инструментарий на каком-то сайте, в каком-то приложении, знаешь. Меня немного беспокоит, что ли. Вот нас 3 друга товарища. Так, хорошо. Сейчас. Блин, дерьмище. Двое графических дизайнера. Один за мелкую графику и оформление сайта, второй в блендере шарит, а я тупо херачу в сапрах. И что? Они имеют больше шансов куда-то строиться и на случай. В сапрах? Так. Поясни, что такое сапры. Я вот что-то не понимаю. В блендере шарит. Вот, прикольно, конечно. И на кой я сидел и изучал все это. Ну, во-первых, любое знание, оно, так скажем, ценно. Как бы это, банально и глупо, скорее всего, не прозвучало. А во-вторых, ты находишься не в компьютерной игре, и твоя профессия и изучение тех или иных новых навыков не ограничивается какими-то вещами. Все чисто, в этом плане зависит от тебя. Кем я только не работал в этой жизни, поэтому я тебе так скажу. Ты станешь куда более даже лучшим специалистом в блендере, чем там, скажем, твой друг, который в этом же шарит. Просто, стоит немного вот это вот делать, все изучить. Реально. Это все может показаться на первый взгляд сложным, нереальным, там прочее, но по факту на самом деле просто странная сила воли нужна, чтобы все это изучать.
У меня вот его, к примеру, мало. Силы воли. И у меня есть, к примеру, курсы Unity и там прочее. Я мог бы изучать и создавать те игры. Но, сука, я такая ленивая мразь, что заплатил за эти курсы деньги и до сих пор уже, ну, как бы не изучаю его. Не знаю, что со мной это. Надо будет изучить конкретно. Взяться. Вот если начну это делать на стриме, то скорее всего, да, прям до конца буду это изучать. Мне кажется. Так, что такое сапра? Бля, мне такая пизда. Компас, автокад, солид и так далее. Инженерная программа для проектирования, моделирования. Как ни странно, но я в 3D печать могу и такого аппарата. Но почему-то работодателю проще нанять кого-нибудь типа с Ближнего Востока за булку хлеба и возиться с его творениями. А тут уже готовый спец имеется, только без высшего инженерного образования. БТВ сейчас работает на маленькой фабрике, фрезерует заготовки, что тоже неплохо. Блин, не, я бы сказал, что, блин, очень востребованный спец. Я бы не сказал, что... Бля, как он меня выебал просто. Мне все это уничтожать вокруг? Мне пизда! Блин, что я наделал? Твою там мать.
О, 2 пулемета. Сейчас ты мне, сука, попляшь. Вот тебе Armored Core, нахуй. Все, устал? Нормально. Ёб твою мать. 46 минут я тут. Я поражен. Блять, сколько тут персонажей вообще? Уничтожить целый комплекс. Кто ты, Обычный блин? человек тут бы не справился. Что-то не так. Я не вижу признаков жизни в окрестностях. Кто вы такой? Деннис Айзенберг. Я отслеживаю операции Невек на этой планете. А кто ты такой? Вейн. Да, реально похож на Совершенный картину. мир без акридов. Проект Фронтир — это то, что освободит колонистов на этой планете от жуткого кошмара. Полвека. 50 Все лет. слушают, сидят. Долгий срок. Кое-кто решил предать нашу мечту и подался в снежные пираты. Наша вина, что так произошло. Мы были снисходительны, и это нас погубило. В ту пору мы чувствовали себя в долгу перед бывшими товарищами. А он типа голограмма, да? Исключение. Если бы они просто отправились своей дорогой и держались от нас подальше, тогда у нас бы не возникло проблем. Но они так не захотели, и им пришлось платить. Своей жизнью. Иногда. Это не просто убить того, с кем ты был в дружеских отношениях. Это вы убили моего отца. Твоего отца? Я? Мой отец хотел покончить с проектом Фронтир. Так ты сын Гейла? Как печально. Я хотел, чтобы Гейл вернулся и разделил мою мечту. И вместе мы бы достигли цели. То, что здесь случилось... Как насчет этого? Также было... Нашел что-нибудь? Сигнал Что он очень делает? слабый. Почти нет отклика, но это... Гейла тут нет, но я хочу, чтобы ты увидел, откуда я пришел. Нам многое нужно наверстать. Я уверен, мы сможем понять друг друга. Так же, как вы с Юрием. Он хотел взгляни того, на чем Как же поебать. поэтому мы приняли его Как будто сериал какой-то на фоне идет. Нет никаких признаков жизни от этого парня. Вейн, Рик кое-что обнаружил. Его вклад придал нашим усилиям огромное ускорение. Он был гением. Был? Не торопись с выводами. Я не убивал его. Ничего подобного. Он просто отдыхает. Вздремнуть там, где никто его не потревожит. В очень тихом месте. Да, Бэтмен тоже так думает. Скверно. Похоже, нам все же не суждено понять друг друга. Окей. Ну хотя бы не зря стрелял. Вы гляньте какая. Командир, Командир. А? что будем делать дальше? Дальше?
Не можем же мы просто сидеть сложа руки. Мы все хотим Успел что-то стать делать, командиром. что угодно. Но мы не знаем, куда податься дальше. Мы даже не знаем, какие планы у Невек. Или каковы планы Юрия. Я не понимаю. Блин, беда этой игры в том, что тут очень длинные кат-сцены. И они максимально душные просто. Осталась еще одна зацепка. Возможно, это место стоит проверить. Остались эти ущелья. Я трус свалкер, Мы очень раньше даже бывали хорошо в тех сижу на ущельях. кордоне уже вторые сутки реального времени, там ни разу не есть целая задохнулся, при этом подземная то же самое область, возвращение да? Шама 2. Ты о чем? Мне В с каждой зависимости минуты от все того, больше и какие больше поставить растет, фильтры, как карта чаш. может Мне показать одному больше, игре чем на напоминает первый Хаммер взгляд. бросок. И Да, он вот похож тут на него. спрятано много. Да, Там вообще есть мой крупное земляк хранилище главный, термоэнергии в нижней части ущелий. Его зовут Байбал. Хранилище? Баска. 5 лет назад там внизу закрыли я- обрабатывающий комплекс и почему-то совсем забросили. Термоэнергии там хватит с лихвой, чтобы годами снабжать Неве. Если Да, ее я- все это время никто не трогал, Саха. это будет отличный толчок для проекта Я Фронтир. житель города Якутска. Это лишь догадка. Но если ты прав... Вейн, давай проверим. Социалка. Спасибо за фоллоу, большое спасибо. От души. Большое спасибо. Ваши народности прекрасные ножи. Спасибо. Блин, как... Ты прикинь мое... Вот просто представь мое лицо, когда я увидел якутский нож у генерала Хэнсона в дополнении к Киберпанку 2077. Просто пиздец. Он такой типа... Oh, it's a gift from Siberian friends. Якутиан Hunter Knife такой, типа, показывает. Я такой, ебать! Я просто так захотел его убить в этот момент, чтобы просто сразу же вытащить этот нож. Но я в итоге смог я достать этот нож. Слава богу. Блин. Где Project Red? Респектнули нам за якутские ножи. Вообще прикол. Накажите его. На, сука. Я хотел себе такой купить такой ножичек, но ценник 30 камень меня оттолкнул, при этом я втебрал нож, который ехал ко мне из Златоуста. Не важно, сколько он стоил. Не понимаю. Надо оценить ножа. Бля. Какая же эта игра все-таки? Блин, вот слава богу, что мы вот отошли от такой темы, да, вот в компьютерных играх. Когда вот надо было насрать 50 врагов на метр, чисто чтоб, ну, игрок потратил время на преодоление через этот слой кала. Блин, слава богу, этот позади. Ну, в большинстве игр. Господи, какой же это душный кал.
Ей-богу. Нет, не ценить. Мне просто нравятся некоторые ништяки. Цезарев. Понял. Ну, прикольно. Ядрить он отлетел. Да ты умрешь этой жизнью. Из чего я стреляю? Это пластиковые боеприпасы, что ли, или что? Блин, или он такой твердый. Челик имеется в виду. Ладно, у меня вообще... Ебать, вас много. Ты знаешь, как будто бы проще будет найти какого-нибудь чувака и вот здесь, в Якутске, и чтобы он тебе купил ножик. Якутский. И все. Просто вот эти вот ребята, ну, насколько я знаю, дохуя фейков. Вот прямо именно в якутских ножах в плане. Они любители вот именно. Есть такие фейковые якутские ножи делать. Или самому приехать купить. Вот. Обалденно, блин, просто четко. Поймайте его. Да он один. На. Да, я упал. Так. О. Вот это подойдет. Сюда. Отлично. Ё-моё! Уи! Блин! Ах, какая же тварь просто. Не, ну это пиздец. Короче, завтра продолжим, если что. Я же, кстати, недавно начал заниматься, знаете, чем? Контентом на ютубе. Если чё, переходите ко мне на YouTube.
тут довольно-таки интересно. Вот последние видосы как-то набирают просмотры прям мощно, причем. Прям по-хорошему. Набирают просмотры. О, заходите туда. Ну и как бы переходите в телеграм-канал. В общем, я пойду сейчас спать. У меня уже 4 часа ночи. У меня время-то якутское. И, собственно, на этом, пожалуй, закончим. Завтра добьем Last Planet. И не знаю, что еще. Но надо бы сделать какое-то видео, скорее всего, по итогам года или тир-листу годных игр 2023 года. Также я недавно обновлял компьютер, и вот эта тема тоже, может быть, стоило бы осветить. Типа, как сейчас мой комп выглядит, все дела. Ну да, в общем так. Давайте я кину рейд куда-нибудь, и мы увидимся. И мы уже увидимся. И мы уже увидимся. Доброй ночи. Спасибо. Спасибо. Всех вас, ребята, с наступающим Новым годом. Всех наступающим Новым годом. Хорошего настроения. Также стоп. Следующий год был намного легче, чем этот. А то каждый год у нас какой-то сложный, тяжелый. Если на момент тяжелый. Мега ублюдство. Лишь бы следующий год был хороший. Лишь бы Стасон стримит? Стасон. А кто такой Стас стримит? Стасон. А какой у него никнейм? Квей? А какой у него никнейм? Истон Вудаве? Или кто? Истон Вудаве? Или кто? Истон Вудаве? Стасон. Или кто? Стасон. Стасон. Или кто? 2М. Окей. Давайте. Познакомлюсь. Окей. С человеком тогда познакомлюсь. Окей. Ну все. Перекидываю вас. Познакомлюсь. Стасон. Ну все. Перекидываю вас. Передавайте привет. Перекидываю вас. Передавайте привет. Пошел. Привет. Пошел. Привет. Пошел.